Космические путешественники. Давайте отвлечемся от красот и загадок Вселенной. В этот раз цель нашего полета будет более прагматичной. Мы поищем себе на просторах мироздания второй дом. Не беда, что нет каталогов с описанием и точной визуализацией подобной недвижимости, и риэлторы ничего не предоставят нам для прямого осмотра в такой дали. Их вполне заменят ученые, которые уже предлагают подходящие для колонизации небесные тела и даже варианты там жилья. Как вам жизнь в космической бочке? Или путешествие между звездами и галактиками в космическом трейлере? Впрочем, не спешите с выбором. Познакомимся с объектами поближе, тогда легче будет все решить. Мы не первые, кто интересуется подобными поисками. Издавна люди мечтали обрести второй дом где-нибудь в глубинах космоса. Глядя на звездное небо, они представляли, какой богатой и свободной может стать их жизнь на какой-нибудь плодородной планете. Но сейчас колонизация из романтических грез превращается в насущную необходимость. Войны, глобальные экологические катастрофы, неконтролируемый искусственный интеллект представляют огромную угрозу человечеству. Конечно, еще больше истощатся ресурсы. Это не только усложнит бытовую жизнь, но и остановит научно-технический прогресс. Например, наверняка можно будет навсегда попрощаться с космическими полетами. Они ведь пожирают массу энергии. Такой роскоши человечество себе позволить не сможет. Вот тогда люди будут с тоской смотреть в небо и пытаться покинуть Землю на любом летательном средстве, даже совсем не подходящем для перемещений по космосу. Чтобы в один прекрасный день не пришлось наспех паковать чемоданы и бежать с Земли неизвестно как, ученые ищут нам вторую альма-матер. Предложений очень много, и каждая имеет свои плюсы и минусы. Скажем сразу, в пространстве пока не найдено двойника Земли, так что никто не предложит нам космический дом под ключ, и придется каким-то образом адаптировать место проживания к своим самым насущным потребностям. Ученые выделяют два основных способа, как это можно сделать. Перспективным методом считается обустройство поселения, полностью изолированного от окружающей среды. Например, на космическом объекте можно построить город-сад, по сути, огромную искусственную биосферу. Подобного рода строения, согласно самым грандиозным замыслам, охватит всю планету или другое небесное тело, куда мы захотим переселиться. Особенно подходит этот метод для планет с низкой гравитацией, которые не в состоянии удержать собственную атмосферу. В таком городе будет поддерживаться нужная температура на излишне холодных или горячих небесных телах. Для этого внутреннюю поверхность теплицы достаточно, например, покрыть микроскопически тонким слоем алюминия, отражающего инфракрасное излучение. Жилье будет герметичным и находиться под давлением. В городе станут контролировать состав и качество воздуха. Словом, жизнь как в раю. Хотя, какими бы гигантскими и комфортными не были города под куполом, из них просто так не выйдешь погулять по поверхности планеты. Колонистам придется всю свою жизнь находиться в замкнутом закрытом пространстве или появляться на свежем воздухе в герметичных скафандрах. Полноценной жизнью это не назовешь. Изменение окружающей среды до состояния, пригодного для обитания, и терраформирование – другое дело. После его проведения колонисты будут свободно передвигаться по открытому пространству в условиях, близких к земным. Это, конечно, чрезвычайно удобно для переселенцев. Однако метод намного сложнее, чем устройство городов под куполом, и подходит далеко не для всех планет. Очевидно, что на газовых гигантах практически невозможно создать твердую поверхность при современном развитии науки и производства. Технологический уровень для этого должен быть на порядок выше. То же самое относится к планетам с аммиачными ледниками глубиной в несколько сотен километров, множеством действующих вулканов или ужасными землетрясениями. В отличие от этих проблем, подгонка климата под нужды человека несколько менее сложная задача.
Ее можно провести с относительно минимальными затратами. Например, раскаленную экзопланету, вероятно, получится охладить путем наполнения пылью атмосферы, что создаст аналог ядерной зимы, а замороженный мир, наоборот, удастся нагреть путем ядерных ударов в залежи породы, содержащей воду. Тогда в атмосфере окажутся парниковые газы, которые поднимут температуру. Такой же результат даст создание парникового эффекта с помощью солнечных зеркал. Также в некоторых случаях понадобится ускорить вращение экзопланеты вокруг своей оси. Подобную меру придется принять для снижения перепада температур между ее дневной и ночной стороной. После регулировки температурного режима следует приспособить к нуждам человека атмосферу. Необходимая масса летучих веществ может быть привнесена извне кометами, замороженными астероидами или выпарена из ледяных масс на поверхности планеты. Чтобы затем наполнить атмосферу кислородом, придется сконструировать соответствующую экосистему. Нужно выбрать такие бактерии, растения и животных, которые приживутся в первоначальной атмосфере, а затем обогатят ее кислородом и заодно создадут почву. Также возможны комбинации перечисленных вариантов. Какие небесные тела перспективны для возведения закрытых городов или терраформирования? Их астрономы называют немало. Ближе всех из таких кандидатов к нам находится Луна, и ее ландшафт достаточно хорошо изучен. Владельцы лунной недвижимости попадут в мир, богатый ценными ископаемыми – железом, алюминием, титаном. В верхнем слое грунта много редкого гелия-3, который используют как топливо для термоядерных реакторов. Добавим к этому, что на поверхности и внутри Луны, в районе полюсов, обнаружена вода в виде льда, но ее очень мало. К тому же наверняка понадобятся очистительные установки, так как лунная вода может содержать вредные примеси и радиацию. Есть и другие минусы будущего заселения спутника Земли. У него нет атмосферы и магнитного поля, которые задерживают метеориты, солнечную радиацию. Если астронавт будет находиться на лунной поверхности более 100 часов, то с вероятностью в 10% получит опасную дозу излучения. А в случае солнечной вспышки, которая выделяет жесткие рентгеновские лучи, для смертельного исхода хватит нескольких минут. Температура на спутнике тоже не подарок. Из-за отсутствия атмосферы она колеблется от минус 173 градусов Цельсия ночью и до плюс 127 днем. Так что переселенцам придется прятаться в капсулы или купола с искусственной атмосферой и решить, где брать воду и воздух. Их можно доставлять на станцию или синтезировать, однако первый вариант очень дорогой, а второй сложный по технологии. Наконец, большую проблему представляет обычная пыль или реголит. На Луне она состоит из острых частиц и как нанокинжалами кромсает все вокруг. Эта пыль проникает буквально везде, уменьшая срок работы механизмов, а при попадании в легкие пыль становится угрозой здоровью человека. Однако ученые называют множество вариантов ее полезного применения. Они нашли в лунной пыли большое количество газа. Этот слой грунта возник в результате дробления и спекания лунных пород, метеоритов в условиях вакуума, а также ничем не ослабленного космического излучения. Оно состоит из смеси измельченных гумусовых почв, золы, аллювия, скальных осколков, ледяных отложений и других компонентов. Исследования показывают, что кислород занимает приблизительно 40-50% его состава, но газ связан в оксидах, которые входят в состав минералов или стекла и недоступен для немедленного использования. Экспериментаторы уже давно пытаются извлечь кислород из этого соединения, пока что попытки дают неудовлетворительные результаты. Предложенные методы позволяют получить лишь очень низкий выход кислорода или требуют для плавления экстремальных температур выше 1600 градусов. И лишь установка, которую недавно создали ученые из Шотландского университета в Глазго, приблизила все к реальности. Устройство рассчитано на добычу кислорода на Луне в грандиозных масштабах. Сырья хватит с лихвой. Пыль сплошным ковром покрывает поверхность спутника Земли. Ее толщина местами достигает нескольких метров. Специалисты из Глазго успешно выделили кислород из симулятора лунного грунта путем электролиза расплавленной соли. С
помощью данного метода за 50 часов удалось извлечь 96% кислорода, содержащегося в реголите. Кроме того, по окончанию процесса исследователи ожидал бонус в виде смеси металлических сплавов. Таким образом, из 3 тонн реголита можно получить приблизительно тонну кислорода. Для этого на Луне понадобится разместить специальные электрохимические реакторы высотой около метра. Устройства будут работать от солнечных батарей и накапливать энергию в течение лунного дня. Для стабильного и бесперебойного обеспечения энергоресурсами будущей колонии может потребоваться и строительство ядерного мини-реактора. Ученые считают, что такая станция будет установлена на Луне уже в относительно недалеком будущем. И, конечно, специалисты разрабатывают концепции селений, соответствующих условиях спутника Земли. Интересный вариант лунной деревни предложили в Европейском космическом агентстве и Массачусетском технологическом институте. Авторы считают лучшим местом для строительства площадку возле кратера Шеклтон на южном полюсе Луны. Там достаточно солнечного света в течение всего лунного года. Хотите присмотреть себе деревенский домик в том месте? Предложений, вероятно, окажется достаточно. Здания в поселке будут состоять из множества жилых модулей с системами жизнеобеспечения, медицинскими пунктами и инфраструктурой из титанового сплава. В каждом таком доме будут 390 кубических метров жилого пространства и 104 кубических метра технических помещений. Все здания разделят на несколько уровней и соединят между собой, так что ходить в гости к соседям не составит труда. Посмотрим теперь, что могут предложить планеты Солнечной системы. Нас интересуют скалистые небесные тела. Таким является Меркурий. Хотя из-за близости к Солнцу, казалось бы, его следует сразу исключить. Но астрофизики считают, что не все так однозначно. Несмотря на слишком тесную дружбу планеты со своим светилом, полюса Меркурия теоретически покрывают ледяные шапки. Это делает полюса подходящими для основания колонии. Вполне вероятно, что планета станет для людей настоящим Эльдорадо. Меркурий может предложить огромные запасы солнечной энергии. В его почве, по мнению ученых, много гелия-3 и богатой руды, доступной для добычи. Есть там и некоторые земные удобства. Планета имеет большую плотность из-за массивного железного ядра, обладает гравитацией, а также генерирует заметное магнитное поле. Его мощность, правда, составляет всего 1% от земной. Тем не менее, магнитное поле Меркурия задерживает некоторую часть солнечного ветра и космического излучения, снижая радиацию на поверхности планеты. В то же время чрезвычайная близость к Солнцу может серьезно помешать колонизации. Что делать с адскими температурными качелями на планете? Ее дневная сторона раскалена до 350 градусов Цельсия, а ночная заморожена до минус 170. Вдобавок у планеты нет атмосферы, задерживающей солнечную радиацию. В будущем, вероятно, появится возможность терраформировать этот мир. Но на сегодняшний день затея безумно дорогая, и для ее реализации нет нужных технологий. Однако недавно появилась идея, как можно начать колонизацию Меркурия прямо сейчас. Зонды обнаружили на планете глубокие лавовые трубы. Их так много, что сверху поверхность Меркурия похожа на швейцарский сыр. Поселения внутри лавовых труб окажутся естественным образом защищены от солнечного излучения и экстремальных температур. Ничто не мешает нам во время полета присмотреть себе какую-нибудь лавовую трубу по вкусу. Нельзя исключать, что когда-то это станет элитным участком в колонии на Меркурии. В то же время не стоит спешить. В Солнечной системе у нас еще много объектов для осмотра. Правда, у соседки Меркурия, Венеры, похоже, все еще хуже. На Венере жарко, как на горячей сковороде. Средняя температура ее поверхности составляет плюс 467 градусов Цельсия. Там практически нет воды, поэтому ее придется добывать искусственным путем. Теоретически воду можно черпать на ближайших кометах и астероидах или синтезировать, например, из атмосферного СО2 и водорода. Ее плотная атмосфера также прикроет колонистов от радиации и метеоритов. Однако густые облака Венеры на 96,5% состоят из вредного для человека углекислого газа.
Большое количество этого газа в атмосфере создает экстремальный парниковый эффект. Отсюда и аномально высокая температура на поверхности Венеры. Атмосферное давление зашкаливает еще больше. Оно почти равно делению на глубине 900 метров под водой на Земле. Самые защищенные зонды живут в тех жестоких условиях всего несколько часов, прежде чем их сплющит гигантский атмосферный пресс. Еще в верхней атмосфере Венеры в результате взаимодействия солнечного излучения с диоксидом серы, водяным паром и углекислым газом образуется серная кислота, и планету заливают ядовитые кислотные дожди, а ветер сносит все на своем пути, достигая скорости 360 км в час. Тем не менее, ученые разрабатывают план терраформирования Венеры. Если, например, венерианская атмосфера получит земной состав, то средняя температура на ее поверхности по расчетам составит около 26 градусов Цельсия. На Земле для сравнения этот показатель составляет 15. Но существует и более удивительная концепция. Она переворачивает все представление об адской планете, предполагая, что Венера скрывает вторую Землю. Правда, не на поверхности, а за облаками. На высоте примерно в 50 километров находится область с уровнем давления и гравитации почти как на Земле. Да и температура там поменьше, около 30-50 градусов Цельсия. Так почему бы не создать колонистам райское жилище в облаках? Давайте посмотрим, какую недвижимость космические риэлторы могут сейчас предложить. Команда инженеров НАСА приступила к разработке концепции воздушного поселения. По плану оно будет выполнено в форме дирижабля длиной 129 метров и высотой 34 метра. Облачное судно понадобится защитить от высоких температур лишь тонким внешним барьером. Дирижабль наполнят кислородом и азотом, необходимыми для дыхания людей. Эта газовая смесь легче венерианской атмосферы, а значит, она поднимет дирижабль в небо и позволит ему парить в облаках. У плавучего небесного города не возникнет проблем с энергией. Ее в огромном количестве дадут солнечные батареи, ведь Венера расположена близко к Солнцу. Этой энергии вполне хватит для всех нужд поселенцев и для охлаждения города. Но вот когда начнется реализация проекта, неизвестно, так что у нас есть время подумать о квартире в дирижабле на Венере, а пока осмотреть другие места. Самой популярной, несомненно, является идея колонизации Марса. И неспроста. Существует много факторов, которые сулят переселенцам успех. Марсианские сутки равны 24 часам 39 минутам, что очень близко к земным. Наклон оси планеты к плоскости эклиптики составляет 25,19 градусов, а земной 23,44 градуса. Благодаря этому на Марсе, как на Земле, существует смена времен года. Правда, сезоны там меняются почти в 2 раза реже, ведь марсианский год длится 687 дней. У Красной планеты также есть атмосфера. Ее плотность составляет всего 0,7% земной. Но эта тонкая паутина дает некоторую защиту от солнечной и космической радиации. На Марсе имеется вода в виде больших и доступных залежей льда. Еще планета богата минералами. Их химический состав намного разнообразнее, чем у других небесных тел вблизи от Земли. Однако не стоит думать, что Красная планета легко дастся в руки переселенцам. На ней есть сила тяжести, но очень маленькая. До сих пор неизвестно, позволит ли она избежать проблем со здоровьем, возникающих при невесомости. Температура на Марсе слишком низкая, в среднем минус 63 градуса Цельсия. Атмосферное давление составляет менее 1% земного. Людям не выжить на его поверхности без скафандров. К тому же состав атмосферы сильно отличается от земной. В ней 95,3% углекислого газа, немного азота и аргона, а кислорода и воды всего лишь 0,01%. Да и вода не может существовать на поверхности планеты в жидком состоянии. Даже при 0 градусов вследствие низкого давления она превращается в газ. К тому же жидкость, обнаруженная на Марсе, представляет собой концентрированный солевой раствор. Тем не менее, Илон Маск уже подготовил план колонизации Марса.
По его расчетам, к 2050 году на Красной планете может появиться город с населением в 1 миллион человек и развитой промышленностью. Город предполагается построить под землей или на поверхности под защитными куполами. В НАСА уже провели конкурс на лучший марсианский дом в рамках специальной программы 3D Printed Habitat Challenge. Есть интересные проекты домов в стиле корабля с роскошными каютами и многоуровневой футуристической бочки. Но что если жизнь на корабле или в бочке вам кажется слишком экзотической? Обратите внимание на один прекрасный и более традиционный вариант. Первое место в конкурсе занял проект 4-этажного иглу, жилища эскимосов, адаптированного под условия Марса. В нем предусмотрено множество апартаментов и общественных помещений, соединенных винтовой лестницей. Комнаты спланированы с изогнутыми стенами. По словам авторов проекта, это сделано в первую очередь для создания иллюзии большого пространства. На этом мы закончим осмотр потенциальной недвижимости на планетах Солнечной системы. Остаются или газовые гиганты без твердой поверхности, как Юпитер и Сатурн, или насквозь промерзшие снежки типа Нептуна. Несмотря на это, наш полет по Солнечной системе продолжается. Не будем забывать, что почти у всех планет, кроме Венеры и Меркурия, есть спутники. Мы уже присмотрелись к Луне, которая ближе всего к нашему миру. А как обстоят дела со спутниками других небесных тел? Астрономы утверждают, что в отношении колонизации очень даже неплохо. Есть спутники, которые подходят для создания поселений даже лучше, чем их планеты. Среди таких лун ученые называют Энцелад, Титан, Европу, Миранду, Тритон. Мы остановимся на 2 других лунах и посмотрим, что они могут предложить колонистам. Титан наряду с Марсом сейчас находится в лидерах топа претендентов на колонизацию. Все больше ученых отдают свои голоса за этот спутник Сатурна. Титан по размеру ближе к небольшой планете. Он 10-й по величине объект в Солнечной системе, включая нашу звезду. Его диаметр достигает 1,06 аналогичного показателя у Меркурия, 1,48 лунного и 0,40 раза земного. Этот крупный спутник похож на Землю больше других небесных тел Солнечной системы. На Титане много озер и жидких метана и этана, которые поразительно напоминают наши водоемы. Их постоянно пополняют метановые дожди. Суша покрыта дюнами из твердых углеводородов, внешне сходными с песчаными холмами на Земле. Эти углеводороды способны стать отличным источником энергии для колонистов. От радиации переселенцев защитит магнитосфера близкого Сатурна и азотная атмосфера самого Титана, которая на 50% толще земной. А водяной лед прямо под поверхностью спутника можно использовать для получения кислорода. Правда, на Титане царит ужасный холод. Температура в среднем составляет 180 градусов Цельсия. Но самое удивительное, что колонистам, вероятно, не придется прятаться под скафандрами от лютой стужи. Весь фокус в том, что плотная атмосфера Титана рассеивает холод. Она позволит людям гулять по спутнику просто в теплой одежде и респираторах. А жилье переселенцы могут делать из пластика, используя местное сырье. Ученые считают, что на Титане стоит возводить дома в форме куполов, надутых теплым кислородом и азотом. Если вы присмотрите внутри одного из таких сооружений уютное гнездышко, то, скорее всего, не пожалеете. Пусть под куполом не очень много места, вы будете избавлены от вечной тесноты и скуки. Всегда можно выйти на улицу и оказаться в таком себе Титана-ленде, размером с весь спутник. В нем можно, например, полетать как птица. Слабая гравитация в сочетании с плотной атмосферой позволит совершать воздушные пируэты без помощи каких-либо агрегатов, просто с крыльями за спиной. Если бы Титан вдруг каким-то образом переместился на Землю, то от туристов бы не было отбоя. А на другом гиганте, крупнейшем спутнике Юпитера Ганимеде, вас каждый вечер ждет потрясающее небесное шоу. Ученые считают Луну очень перспективной для колонизации, хотя Ганимед как-то не особо на слуху. Так что пока он не раскручен, самое время присмотреть себе на спутнике какое-то жилье. Вы получите недвижимость в местности, где есть вода,
По мнению ученых, ее много под корой спутника. У ученых есть подозрение, что под поверхностью Ганимеда может скрываться огромный океан. К тому же лед на его поверхности относительно тонкий и легкий для бурения. Очень важно, что Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, обладающим собственным магнитным полем. Благодаря этому над его полярными областями часто можно наблюдать великолепные огни северных сияний. Спутник обладает разряженной атмосферой, в состав которой входит кислород. И хотя его крайне мало для полноценного дыхания, его можно добавить при небольшом и относительно несложном терраформировании Ганимеда. Кислород и магнитный зонтик каждый вечер обеспечат вам место в первом ряду на ярком разноцветном шоу «Аврор». Да, вам понадобится особо теплый скафандр, потому что на Ганимеде царит смертельный холод. Правда, температуру способна смягчить атмосфера спутника, если она есть, или эту Луну можно слегка подогреть во время терраформирования. И может летать как птица на Титане, любоваться аврорами Ганимеда вместе с колонистами порой будут их космические гости. Речь идет не об инопланетянах, а о жителях других поселений, расположенных прямо в межпланетном пространстве. Идея не нова, ее предлагали еще в 1960 году, но лишь недавно команда ученых из Стэнфордского университета разработала проект современного поселения среди звезд и планет. Оно выполнено в виде тора диаметром в 1,6 километров и толщиной 150 метров. Такой город вместит около 10 тысяч человек. Для создания искусственной силы тяжести его заставят непрерывно вращаться вокруг своей оси. Также предусмотрена защита от солнечного излучения. Город будет иметь промышленную зону для переработки руды с близлежащих планет и их спутников, а выработанный шлак можно сбрасывать наружу. Он превратится в надежный экран от всех видов излучения. В жилой зоне каждому колонисту предоставят отдельные апартаменты, расположенные на разных уровнях. Вся конструкция внутри будет связана винтовыми лестницами. Правда, на этих лестницах люди зачастую будут видеть друг друга вверх ногами и вниз головой. Эффект возникает, поскольку при постоянном вращении города вестибулярный аппарат человека не сможет распознать спиральную форму лестницы. Если вам трудно жить в перевернутой среде и вообще не устраивает полностью искусственное сооружение прямо в пространстве, можно присмотреть там более естественный вариант. Специалисты предлагают приспособить под жилье огромные космические скалы, такие как астероид Веста, диаметром 525 километров. Хотите стать хозяином Небесной горы? Чтобы лучше сориентироваться, давайте осмотрим подобную недвижимость. Ее хотят возвести в рамках проекта «Обитаемый Бенну», названного в честь небольшой скалы диаметром чуть больше 300 метров из пояса астероидов. Согласно некоторым теориям, астероид внутри является полым. Исследования также показывают, что для строительства городов подойдут и многие другие астероиды диаметром от 300 метров. Группа ученых из университета Рочестера в Нью-Йорке разработала иной план превращения небесных тел в космические города. Основная концепция исследователей основана на идее цилиндра О'Нила, вращающейся конструкции космической колонии. Материал астероидов вполне для этого подойдет. Для скрепления конструкции предполагается использовать мегалегкую и в то же время сверхпрочную сетку из углеродных нановолокон. Далее вращение астероида приведет к тому, что под действием центробежной силы камни будут расширять мешок наносетей и уплотняться, что как раз и нужно для строительства жилья. Заодно такой материал отлично защитит колонистов от космической радиации. Астероид диаметром 300 метров может превратиться в цилиндрическую космическую область площадью около 35 квадратных километров. Это примерно размер Манхэттена. И, возможно, когда-то летающие искусственные горы и поселения внутри астероидов откроют перед вами просто фантастические возможности. Есть идея превратить их в нечто подобное космическим трейлерам. При необходимости такое жилье можно будет присоединять к звездолетам и отправлять в далекие миры.
Ну, просто на экскурсию или как временное пристанище для возведения на экзопланетах стационарных городов. А выбор здесь, казалось бы, уже большой, ведь на сегодняшний день ученые открыли более 5500 экзопланет. Только из них нам подойдут лишь немногие небесные тела. Экзопланета, пригодная для колонизации, должна иметь подходящую температуру, какую-то атмосферу и магнитное поле для защиты от радиации, жидкую воду и много всего прочего. Чем больше параметров сходства с Землей, тем лучше. Но вот твердая поверхность – основополагающий принцип. Уже известно достаточно таких миров, и даже создана визуализация 900 скалистых экзопланет. Среди этих небесных тел мы можем найти перспективных кандидатов на заселение. Кеплер 438b отлично подойдет тем, кто любит жить в глуши. К экзопланете придется лететь далеко, в созвездии Лиры, на расстоянии 473 световых года от Земли. Предположительно, Кеплер 438b всего на 12% больше Земли. Ученые считают, что планета находится внутри обитаемой зоны звезды. Значит, потенциально на ней может быть жидкая вода. Но жизнь в тех краях, вероятно, оказалась бы весьма трудной для человека. Средняя температура на скалистой поверхности Кеплер 438b составляет всего 3 градуса Цельсия. Это маловато, хотя лютой стужей не назовешь. Хуже то, что экзопланета вращается вокруг неспокойного красного карлика. Он тусклый и прохладный, тем не менее нередко демонстрирует свой взрывной характер. Супервспышки на звезде происходят раз в несколько сотен суток, и они в 10 раз мощнее солнечных. Снизить губительное влияние этих потоков плазмы может полноценная атмосфера, и сейчас ученые пытаются ее найти. Ждем. Это сильно может увеличить или снизить шансы колонизации экзопланеты и привлекательности ее будущих городов. Впрочем, многие все равно захотят быть ближе к Земле, так что поищем для них подходящие варианты. Например, стоит отметить Рос-128b из созвездия Девы, на расстоянии всего 11 световых лет от Земли. Полученные данные позволяют астрономам говорить о том, что экзопланета находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу. Год на небесном теле длится лишь 9,9 земных дней, но его звезда тоже тусклый холодный красный карлик с температурой поверхности почти вдвое ниже солнечной, так что планета получает всего в 1,38 раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Исходя из этого, астрономы предположили, что Рос-128b находится в обитаемой зоне своей звезды. Ее масса 1,35 земной, а радиус не более чем в 1,7 раза превышает соответствующий показатель нашей планеты. Это означает, что перед нами откроется скалистый мир. Состав и радиус Рос-128b помогли астрономам определить ее отражательную способность и, следовательно, оценить температуру. Результаты оказались фантастическими. Она предположительно в среднем аналогична земной. Мы, наконец, нашли рай для переселенцев, и нужно скорее присматривать здесь жилье. К сожалению, есть нюанс, который способен испортить все. Из-за близости к звезде экзопланета, вероятно, всегда обращена к ней одной стороной. Так что половина Рос-128b представляет собой ледяное царство, а другая — раскаленный ад. И все время из-за разницы температур над ее поверхностью бушуют ужасные бури. То есть, как предполагается, обитаемой будет только маленькая полоса на границе двух полушарий. Однако может оказаться иначе. Если у Рос-128b подходящая атмосфера, то она ослабит температурные качели. Средний показатель составит приятные плюс 20, но сильные ветры все же и при такой модели постоянно будут бушевать на Рос-128b. Хотите слушать их свист, отдыхая в теплых комфортных апартаментах колонии? Тогда вам именно сюда. А если вы видите свой второй дом еще ближе к первому, то подойдет Проксима b, наша соседка всего в 4 световых годах от Земли. Экзопланета живет буквально рука об руку со своим светилом, совершая оборот вокруг него всего за 11 дней.
Ну и Проксима Центавра – тусклый красный карлик. В результате экзопланета получает 65-70% потока излучения, которое Солнце дает Земле. Благодаря этому Проксима Б, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. На экзопланете может быть жидкая вода, если подходит температура. Ее средний показатель, как выяснили ученые, на Проксима Б равен примерно минус 39 градусов Цельсия. Но тогда в таком ледяном царстве не замерзнет разве что волшебная вода, и освоение этого мира отменяется. Хотя спешить с такими выводами, как уверяют астрономы, не стоит. Звезда очень сильно притягивает близкий к ней мир своей гравитацией, и Проксима Б всегда повернута одной стороной к светилу, а другой в космос. На стороне Проксима Б, что смотрит на красного карлика, конечно, намного жарче, чем на противоположной. Температура в темной области предположительно превышает нулевую отметку, но не поднимается слишком высоко. Это подтвердили две климатические модели ученых Эксетерского университета и Британского метеорологического института. Данные модели вообще превзошли самые смелые ожидания ученых, показав на Проксима Б очень стабильный климат. Вот где недвижимость может стать просто золотой. Или наоборот, не будет стоить ни гроша. Проксима Б вполне способна оказаться жестоким и бесплодным миром. Близкая звезда со страшной силой бомбардирует экзопланету ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами. Согласно последней оценке ученых, Проксима Б получает от светила в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400 раз больше рентгеновских лучей, чем Земля. К тому же, подобно многим красным карликам, Проксима Центавра время от времени вспыхивает ярким огнем, выбрасывая мощные потоки радиации. Правда, как и на предыдущих экзопланетах, спасти положение может густая атмосфера, которая прикроет поверхность от смертельного излучения. Есть ли она у Проксима Б, покажут дальнейшие исследования. Но даже если у экзопланеты нет покрова, можно построить подземные города, куда не доходит смертельное излучение, или же спрятаться от него в водоемах. Словом, варианты для приобретения недвижимости во Вселенной неизмеримо широкие. И если вы подобрали себе во время нашего путешествия что-то по душе, давайте представим, что вы уже переселяетесь в свой второй космический дом. Как все будет происходить? Здесь наверняка можно сказать лишь одно: колонистам придется невероятно трудно в суровых условиях чужого мира. Хотя есть и более благоприятный вариант. Сначала в будущую колонию отправятся зонды, которые доставят промышленных роботов и все обустроят к приезду колонистов. Чаще всего, как мы знаем, предлагается построить на поверхности внеземных тел капсулы с пригодной для жизни человека атмосферой. В этом случае роботы могут возвести сооружение путем синтеза необходимых веществ, которые добудут прямо на месте, и провести озеленение больших территорий внутри поселения. Еще более важно, что роботы перевезут необходимое для обустройства быта людей оборудование. Тогда все, что нужно для жизни внутри поселения, можно будет создать на месте, например, быстро напечатать с помощью 3D-принтера. Но как же пища? Неужели придется отказаться от всех натуральных вкусностей и обходиться только синтетическими продуктами? Ученые говорят, что в этом случае меню будет неполноценным, и специалисты уже разрабатывают способы производства здоровой пищи прямо в колониях. Так недавно в этом плане проверена лунная почва. Ученые НАСА и Университета Флориды посеяли зеленые культуры в настоящий лунный реголит, доставленный миссиями Аполлон, и земной вулканический пепел. Туда же доставили питательный раствор. В смеси отлично пророс Арабидопсис столиана, родственник крестоцветных овощей, таких как зеленая горчица, брокколи, цветная капуста. Это, конечно, подняло рейтинг Луны как площадки для колонизации. Илон Маск также считает важным сделать поселение на Марсе независимым от поставок с Земли. Продукты питания по его замыслу колонисты будут выращивать на гидропонных фермах, работающих на солнечной энергии. Правда, есть большие сомнения, что растения приживутся в марсианском грунте. Мы уже упоминали, что вода на Красной планете представляет собой солевой раствор.
От этого почва, хотя и похожа по составу на земную, содержит множество вредных для растений перхлоратов. Так что неизвестно, зацветут ли на Марсе яблони без дополнительных экспериментов, либо искусственного грунта. Большие надежды специалисты также возлагают на генную инженерию. С ее помощью полноценные продукты переселенцы сумеют получать из стволовых клеток животных. Запас этого материала можно будет пополнять на месте. Но даже при 100% автономности связь с метрополией останется жизненно важной для колонистов. Общение с родными и близкими, взаимодействие при экстраординарных событиях – для всего этого нужен прямой контакт с Землей. Ученые уже бьются над данным вопросом и на сегодняшний день наиболее эффективным считают создание единого стандарта космической радиосвязи. Тогда каждый аппарат, запущенный на околоземную орбиту или за ее пределы, сможет встраиваться в сеть связи. Любая ячейка подобной паутины поможет другим мирам в обмене информацией с Землей, а при необходимости колонисты смогут получать и отправлять данные напрямую, минуя Землю. Примерно так передают друг другу файлы и данные компьютер, планшет и смартфон. Но проблемы, конечно, остаются. Время, необходимое для путешествия сигнала на огромное расстояние до других планет, потребуется немалое. А интенсивная радиация в открытом космосе приводит к деградации и искажению послания. Наконец, все планеты вращаются вокруг себя и Солнца, то и дело исчезая из зоны прямой передачи сигнала. Это тоже существенно затруднит связь. В целом же, по оценке специалистов, подготовка к колонизации космоса не стоит на месте. Но прежде чем мы отправимся домой, чтобы спокойно подумать о выборе космической недвижимости, которую осмотрели, давайте представим нечто еще более невероятное – перемещение во времени для знакомства с потомками колонистов. Как изменит людей жизнь в чужих мирах? Узнаем ли мы в них своих собратьев? Если природа позволит колонистам, то в инопланетных поселениях со временем появится уникальная раса. Ученые предполагают, что со временем у нее сложится своя культура, язык и быт. Даже внешне потомки переселенцев станут совсем другими. Поведение и облик обитателей колонии изначальной численностью в 2000 жителей изменится примерно через 300 лет. К такому выводу пришли ученые Портлендского университета в США на основе результатов своего исследования. Мутации, по их мнению, дадут потомкам колонистов новый цвет волос, тип кожи и осанку. Наши коренастые фигуры сменят более длинные вытянутые тела, подходящие для жизни при низкой гравитации на многих экзопланетах. Жители колонии могут прибегнуть к генной инженерии, чтобы создать новые органы, необходимые для выживания, к примеру, наростами на коже для защиты от космической радиации или дыхательными трубками, позволяющими добывать кислород из углекислого газа. Это тоже изменит их облик. При необходимости организм постепенно будет обзаводиться дополнительными органами и самостоятельно. Металлическая кожа, щупальца, хвосты. Какие еще чудесные качества могут приобрести далекие потомки переселенцев? Для примера вернемся на минуту на тот же Меркурий. Он, как огромная космическая кузница, то плавит все металлы на своей поверхности невероятной жарой, то закаляет холодом, как в криогенной камере. Ничто не выдержит подобных скачков. Даже роботов пришлось бы делать целиком из титана или другого тугоплавкого металла. Поселенцам придется нарастить слой теплоизоляции под кожей, и, возможно, гибкий организм человека даже научится вырабатывать титан. Тогда нас встретят почти киборги с толстой кожей, отливающей металлическим блеском. Металл сделает кости крепче, рост людей будет меньше, туловище более коренастым, что вместе с жировой прослойкой позволит легче переносить адские перепады температуры. Зато конечности жителей Меркурия станут тоньше и гибче, поскольку гравитация там составляет 38% земной. Да, не забудьте, при знакомстве с местными киборгами понадобятся мощные солнцезащитные очки. Солнце на Меркурии буквально выжигает глаза своим светом. У аборигенов наверняка выработается естественная защита, толстые массивные веки, которые прикроют глаза.
А как будут чувствовать себя потомки колонистов Марса? Оранжево. И совсем не из-за бесконечных песчаных бурь. Более жесткое ультрафиолетовое облучение, которым Красная планета отличается от Земли, потребует изменений защитных свойств кожи. Самое простое решение – потреблять больше каротина, которым богаты оранжевые овощи. Так что обитатели Марса обречены постоянно хрустеть морковкой или перцем. Переизбыток каротина со временем придаст коже колонистов оранжевый цвет. Они станут очень высокими, но тоненькими, как растянутая резинка. Притяжение на Марсе в 3 раза меньше, чем на Земле. Упитанный человек весом в 100 килограммов будет ощущать себя 33-килограммовым. Тело его начнет вытягиваться, кости и мышцы слабеть. Зато энергии будет тратиться мало, так что удастся сэкономить на еде. А как обстоят дела с более далекими колониями на экзопланетах? Отправимся, к примеру, на Кеплер-20b из созвездия Лиры, на расстоянии почти в 1000 световых лет от Земли. Она вдвое больше, чем Земля, и в 10 раз массивнее. Гравитация этой планеты втрое сильнее, чем земная. В таком мире люди наверняка станут низкорослыми, мощно сложенными, с толстой кожей или даже броней и множеством конечностей. Представляете такие себе бронированные блины-многоножки? Они не поспешат нам навстречу, но совсем не из-за пренебрежения. Гравитация, скорее всего, сделает их медленно ползающими, либо перекатывающимися по поверхности. Если взять планету с вытянутой орбитой, то сезонные колебания на ней окажутся экстремальными. В неблагоприятное время года люди там, наверное, научатся впадать в спячку или анабиоз. Существует еще бесконечное множество вариантов эволюции человека на далеких экзопланетах, ведь все они отличаются друг от друга. Пока трудно сказать конкретнее, как все будет, ведь человечество еще не подобрало себе второй дом. До этого, кажется, нам далеко. Мы даже не освоили экстремальные регионы своей планеты, не пытались жить в Антарктиде или под морями Земли. Но что тогда произойдет с нашей внеземной недвижимостью? Не беспокойтесь, мы наверняка подбирали ее не зря. Большинство ученых верят, что рано или поздно наши следы обязательно появятся на далеких планетах. На Земле, кроме всего прочего, это приведет к небывалому расцвету науки. Только создание аппарата, способного быстро преодолевать большие расстояния, будет означать настоящий прорыв в ракетостроении, программировании, робототехнике и многих других отраслях. А изобилие на некоторых планетах дешевой солнечной энергии и ценных ископаемых откроет новые горизонты для электроники, металлургии и материаловедения. Приведет ли колонизация к райской жизни для человечества? Не обязательно. Здесь много «за» и «против», так что это тема для отдельного большого разговора. Но мы в любом случае будем стремиться к освоению далеких планет, так что не потеряйте ваш документ на покупку космической недвижимости. Он обязательно вам пригодится. Хотели бы вы во время отпуска получить просто космические впечатления? Турфирмы предлагают посмотреть инопланетные пейзажи лунной долины в Аргентине, сделать селфи на фоне парящих гор в китайском национальном парке Джаньцзэне. Это фантастические места, но все же вполне земные. А между тем, для настоящих космических путешествий уже открыто околоземное пространство. Не так давно все могли увидеть, как корабль Crew Dragon Resilience после 3 дней на орбите вернулся обратно. Прямая трансляция приземления миссии с туристами на борту впервые велась на канале SpaceX в YouTube. Однако это далеко не первый подобный туристический полет на орбиту. И уже формируются предложения для более дальних путешествий. В ближайшем будущем, вероятно, можно будет отдохнуть в настоящей лунной деревне, а со временем отправиться вглубь Солнечной системы и за ее пределы, набраться впечатлений, позаниматься спортом. Где любители удивительных пейзажей смогут увидеть необычную светящуюся планету. Спортсмены устроить регату по Азотному океану, а те, кто предпочитает яркие праздники, 3 раза в день отмечать Новый год. Давайте посмотрим, какими могут оказаться самые привлекательные предложения для космических туристов. Эпоху космического туризма в 2021 году открыл американский миллиардер Деннис Тито.
На корабле «Союз ТМ-32» он отправился на МКС, где пробыл 7 дней и облетел Землю 128 раз. Миллиардер заплатил за полет $20 миллионов, но остался очень доволен своим безумно дорогим развлечением и даже надеется еще раз попасть в космос. После него на орбите побывали другие туристы, хотя некоторым из них это обошлось дороже, чем Тито. В 2022 году канадец Марк Пати и израильтянин Эйтан Стиббе за орбитальное путешествие на корабле SpaceX AX-1 заплатили по $55 миллионов. Тем не менее, число желающих приобрести такой тур быстро растет. Чтобы удовлетворить спрос, компания Axiom Space послала частных астронавтов на МКС в апреле, а потом уже в мае 2023 года. Третий полет состоится в начале 2024, и в дальнейшем миссии планируется 2-3 раза в год. Стоимость билета составляет $55 миллионов. Конкуренцию частным компаниям решила составить даже НАСА. Космическое агентство хочет отправлять туристов на МКС за $58 миллионов. При этом в стоимость путевки входит двухнедельная подготовка, медицинские проверки и тщательная отработка возможных аварийных ситуаций. За какими впечатлениями гонятся самые богатые люди мира, выкладывая такие деньги? Попав на МКС, турист сможет разделить быт космонавтов, ощутить невероятное чувство невесомости. Он не увидит полный шар Земли, однако будет наблюдать потрясающую картину, как закругляется наша планета. И еще при желании выйдет в открытый космос. Эта дополнительная услуга становится все более популярной, хотя обойдется в дополнительных $3 миллиона. Намного более бюджетными являются суборбитальные полеты, и вскоре турфирмы обещают поставить их на поток. Стоимость пакета в среднем составляет $250 тысяч. Это уже не миллионы. Но любители необычных ощущений смогут пробыть за такие деньги на орбите всего 10-15 минут. И все же они побывают в настоящем космосе. По определению Международной авиационной федерации, космическое пространство начинается на высоте в 100 километрах над уровнем моря. Такая условная граница называется линией Кармана. Если вы поднялись выше 100 километров, поздравляем, вы космонавт. Но именно на этом допущении строится суборбитальный туризм. В 2021 году, например, в подобное путешествие туристы отправились на многоразовом корабле New Shepard основателя Amazon Джеффа Безоса. Полет длился 10 минут 28 секунд в 107 километрах над землей. В то же время ВВС США считают космическим пространство на высоте от 80 километров. На этой разнице сыграла компания Virgin Galactic, бизнесмена Ричарда Брэнсона, отправившая туристов ближе к звездам в 2023 году. Корабль Unity поднялся на высоту более 80 километров. Экипаж на 5 минут смог ощутить невесомость и благополучно вернуться на Землю. Весь полет занял 15 минут. Поскольку такой туризм быстро развивается, к 2029 году на низкой околоземной орбите планируется открыть отель Voyager. Визуально объект, рассчитанный на 400 человек, будет выглядеть по-внеземному необычно. Отдельные капсулы прикрепят к вращающемуся колесу, а трубы, соединяющие различные области, образуют букву X, похожую на его спицы. Все сооружение будет вращаться для создания искусственной гравитации. Гостям отеля предложат шикарные люксовые номера и более бюджетные апартаменты. Они смогут воспользоваться ресторанами, барами, тренажерными залами. Другие компании тоже совершенствуют свои услуги. Axiom Space сейчас разрабатывает интерьер для коммерческой космической станции Axiom. Новый отсек соединят с МКС и разместят в нем помещение для экипажа, столовую и жилой модуль камбуза. Жилая секция будет похожа на яйцо с мягкими стенами, идеальными для пребывания в невесомости. Закругленные окна с золотыми крышками позволят любоваться видом на Землю внизу, а кластеры наносвета станут менять цвет в зависимости от времени и направления движения станции Axiom по отношению к нашей планете. Конечно, вся эта роскошь предназначена для очень богатых людей. Однако при растущей конкуренции, вероятно, вскоре появятся доступные предложения. И, может, в ближайшие годы нам пора планировать отдых на низкой орбите или на МКС.
А вот с отпуском на Луне, скорее всего, придется повременить. Она находится на расстоянии 384 тысяч километров от Земли, и пока к нашему спутнику не проложен постоянный маршрут. Однако сфера лунного туризма уже обозначена. Сразу 8 человек вскоре должны отправиться в первое туристическое путешествие вокруг Луны на космическом корабле Starship компании SpaceX. Во время 6-дневной миссии они доберутся до спутника Земли, совершат его облет и вернутся на Землю. Капитаном первого туристического корабля станет Юсаку Маэдзава, японский миллиардер и предприниматель. Он финансирует весь полет и пригласил вместе с собой пассажиров с творческими профессиями. Среди них, например, американский диджей Стив Аоки, южнокорейский певец и модель Тхап. По задумке Маэдзава, путешествие должно вдохновить пассажиров на новые творческие проекты. Под руководством астронавтов и пилотов SpaceX туристы долетят до Луны. Затем они опустятся на расстояние в нескольких сотен километров к ее поверхности, увидят освещенную дальнюю сторону спутника и еще станут свидетелями потрясающей картины восхода Земли, поднимающейся над поверхностью Луны. Также билеты на корабль SpaceX уже забронировал Деннис Тита, который первым побывал на МКС. 83-летний миллиардер вернется в космос вместе с женой. Сколько они заплатили и когда именно состоится полет к Луне, не сообщается. Однако известно, что путешествие, в которое супруги отправятся с еще примерно 10 пассажирами, продлится около недели. Полет не включает посадку корабля на Луну, и осмотреть спутник туристы смогут с его орбиты. Но это только начало лунного туризма. Полюбоваться необычными видами, побродить по нашему спутнику со временем можно будет из настоящей лунной деревни, которую хотят возвести для ученых и обычных посетителей. Ее проект разработали архитектурное бюро СОМ и Европейское космическое агентство. Их оригинальное архитектурное решение позволит легко перевести 4-уровневое строение Земли на спутник. А там останется взять насос, и вскоре деревня готова. Вы, наверное, догадались, что блоки для возведения зданий будут надувными, как наполненные гелием воздушные шары. И мы представим, что заняли место в одном из них. Если утром решите насладиться из окна появлением солнца, то важно не пропустить нужный момент. Лунные закаты и рассветы наступают внезапно. На Земле свет звезды рассеивает атмосфера нашей планеты. У ее спутника нет атмосферы, поэтому сумеречные цвета отсутствуют. Зато можно не спеша насладиться неземным сиянием неба. Когда астронавты обогнули обратную сторону Луны, они были ошеломлены. Во время заката на горизонте горел яркий полумесяц света. Незадолго до восхода Солнца он появился вновь. Новая модель ученых показала, что свечение вызывают фонтаны лунной пыли. Их запускают вверх сильные электрические поля, возникающие на границе дня и ночи. Когда вы отправитесь в путешествие по поверхности Луны, то увидите застывшие луноходы, место посадки Аполлона-11 и, конечно, полюбуетесь природными достопримечательностями спутника Земли. Одним из самых впечатляющих считается прямая стена на юго-восточной части моря облаков. Это гигантский уступ длиной 120 километров и шириной 2-3 километра. Стена образовалась, когда огромный блок лунной коры поднялся вверх вдоль разлома. Ее высота колеблется от 240 до 300 метров. Для сравнения, Великая Китайская стена поднимается вверх всего на 6-16 метров. Не менее величественный лунный монстр – бассейн Эйткен на Южном полюсе, который является крупнейшим кратером спутника. Он достигает 2240 километров в диаметре и почти 13 километров в глубину. Эйткен образовался в результате столкновения с астероидом миллионы лет тому назад. Если бы кратер располагался на Земле, то простирался бы от Нью-Йорка до Канзас-Сити. На спутнике хватит для осмотра и других чудес, таких как извилистые лавовые каналы Большой Альпийской долины, живописный кратер Коперник. После знакомства с ними можно возвращаться на Землю и планировать еще более невероятный космический отпуск. На Марс.
Но он более чем в 150 раз дальше от нас, чем Луна. Никто из людей еще не бывал на Красной планете. И все же ее уже можно включать в планы на будущий отпуск. Компания SpaceX Илона Маска готовит настоящую экспансию на Марс. Уже проведено несколько тестовых полетов корабля Starship, который отправится на Красную планету. В 2020 году глава SpaceX Маск заявил, что надеется построить 1000 космических кораблей в течение 10 лет, чтобы к 2050 году отправить 1 миллион человек на Марс для создания там колонии. Позже он намекал, что первый человек должен появиться на Красной планете в 2029 году. И, конечно, параллельно с этим будет развиваться туристический сектор полетов. Но во сколько обойдется подобный тур? Если судить по ценам полетов на орбиту, то стоимость билетов окажется запредельной. Однако Илон Маск неожиданно порадовал космических туристов. Он сказал, что за полет до Марса на корабле его компании придется заплатить всего около $100 тысяч. И это по карману многим жителям Земли. Как глава SpaceX надеется сделать ценник столь доступным? Прежде всего, за счет экономичных технологий при строительстве кораблей Starship. Это будут самые большие космолеты в истории человечества, высотой до 122 метров. Корабли превзойдут легендарную ракету NASA Saturn-5, которая возвышалась на 111 метров, на 18 метров выше Статуи Свободы. Представляете, насколько безумная сила может поднять в небо такую громадину, как Starship? Однако в SpaceX есть новая разработка – двигатель Raptor. В настоящее время он является единственным полнопоточным двигателем с многоступенчатым внутренним сгоранием. Raptor не превзойден по мощности, но экономнее других. Химическое топливо корабля тоже будет дешевым. В большинстве ракет используется смесь жидкого водорода и окислителя, жидкого кислорода. В SpaceX решили в основном применять метан, который дает тягу сильнее. Важно и то, что этот элемент топлива можно производить на Марсе из углекислого газа и воды. Ускоритель, который является первой ступенью корабля, не сгорит в воздухе после выполнения своих функций, как его предшественники. Уже через 6 минут после старта первая ступень корабля разгонит Starship до скорости 8650 км в час. Затем ускоритель отсоединится и вернется на Землю. Дальше по маршруту корабль поведут 6 рапторов, а первую ступень ракеты снова заправят и подготовят к следующему старту, что также значительно удешевит стоимость полетов. К тому же цену позволит сбить материал корпуса, из которого изготовят корабль. Создатели Starship выбрали нержавеющую сталь. Алюминий и углеродное волокно, которое тоже применяется в аэрокосмическом строительстве, стоят намного дороже. Например, цена углеводородного волокна составляет $135 за килограмм. Причем более трети материала утилизируется в процессе строительства, из-за чего реальная стоимость поднимается почти до $200 за килограмм. А эквивалентное количество нержавеющей стали обходится всего в $3 за килограмм. Благодаря надежному материалу корпуса, мощным двигателям и другим продвинутым технологиям, каждый корабль сможет за 7 месяцев доставить с Земли на Марс 100 человек. Запуски будут производить в периоды максимального сближения планет в 54,6 миллиона километров, которые наступают каждые 2 года. Тем временем в НАСА уже провели конкурс на лучший марсианский дом для пассажиров этих космических суден. Есть интересное предложение построить отели в стиле корабля или многоуровневые футуристические бочки. Но первое место занял проект компании Mars Ice House – 4-этажного иглу, жилища эскимосов, адаптированного под условия Красной планеты. Давайте представим, что вы забронировали себе место в таком отеле. Что смогут предложить вам туроператоры для незабываемого отдыха? Наверное, сразу посоветуют приобрести особые очки. Не удивляйтесь и последуйте совету профессионалов. Эта необычная покупка точно обеспечит вам место в первом ряду на грандиозном шоу, которое месяцами длится на Марсе. Но что за представление может быть на планете, известное лишь пылевыми бурями и рыжевато-красными пустынями? В роли шоумена выступает сама природа, озаряя небо Марса полярными сияниями.
На Красной планете нередко вспыхивают разноцветные огни, по природе аналогичные земным. Но не только. В 2016 году космический аппарат НАСА Maven с помощью устройства для получения ультрафиолетового спектрального изображения обнаружил на планете новый тип аврор. Вспышки происходят, когда солнечные ветры сталкиваются с огромным водородным облаком, короной вокруг Марса. Чтобы наблюдать удивительную синеву протонных аврор, как раз и пригодятся специальные очки, в которых видно ультрафиолетовое излучение. Налюбовавшись на сияние, туристы наверняка отправятся осмотреть ландшафт планеты. Им обязательно покажут потухший вулкан Олимп. Он поднимается на 26 километров, выше любой горы в Солнечной системе. Диаметр гиганта тоже впечатляет. Вулкан тянется на 600 километров. Примерно как штат Аризона. И, конечно, туристы отправятся к гейзерам, которые являются популярными локациями для экскурсий на Земле. Только на Марсе, по словам астрофизиков из США, они извергают на сотни метров газы, песок и пыль. Ученые университета Аризоны обнаружили на снимках зонда «Одиссей» струи углекислого газа, которые бьют сквозь лед на южном полюсе планеты. Выбросы гейзеров оставили на ледяном покрове темные точки, отметины в форме веера и другие следы. Астрофизики считают, что солнечные лучи нагревают лед и превращают замороженную углекислоту в газ высокого давления. Тогда фонтаны песка и пыли взмывают ввысь, создавая удивительное зрелище. У нас есть хорошие шансы увидеть это чудо природы уже в следующем десятилетии, если планы Маска осуществлятся. Но что после отпуска на Марсе мы можем планировать дальше? Пока на Марсе амбиции космической индустрии отдыха заканчиваются. В то же время все предрекают, что межпланетные маршруты будут со временем расширяться. Возможно, это случится не так уж скоро. Однако туроператоры уже присматриваются к достопримечательностям Солнечной системы, чтобы при необходимости быстро включить их рекламные проспекты. И, как оказалось, ее каждый уголок чем-то уникален. Давайте устроим условный круиз по Солнечной системе и познакомимся с самыми яркими из таких мест. Покупаем виртуальные билеты, которые, в отличие от реальных, всем по карману. Пакуем чемоданы, занимаем места в звездолете. Старт. Голубой шар Земли быстро удаляется от нас, становясь все меньше и меньше. Куда мы летим? Прямо к Солнцу. Но не будем приближаться к кипящей раскаленной плазмой, покрытой кострами микровспышек звезде. Хотя это, наверное, невероятное зрелище. Однако там мало локаций для туристов. Нас интересуют две внутренние планеты Солнечной системы – Меркурий и Венера. Из них более привлекательна загадочная Венера. На ней мы сделаем первую остановку. Но как ее осмотреть? Венера известна своим дурным характером. Парниковый эффект на планете перешел все мыслимые границы. Плотная, бурная, наполненная серой и молниями атмосфера создает огромное давление и температуру выше 450 градусов Цельсия. Предположим, что ко времени нашей экскурсии среди густых венерианских облаков, где обстановка поспокойнее, построили парящие платформы. Например, в форме дрейфующих в облаках дирижаблей или летающих тарелок. Из них откроется удивительная картина. Вы увидите необыкновенное сияние, покрывающее планету. На Венере настолько жарко, что ее каменистая поверхность, по словам астрономов, заметно светится. Как кусок железа, извлеченный из кузницы. Это и создает вокруг планеты сверкающий ореол. Сквозь это марево с закрытых прозрачных террас облачного отеля можно будет наблюдать удивительные континентальные регионы, равнины и плато горячей планеты. Среди них вы обязательно увидите самый большой вулкан Венеры – Маат-Монс, который поднимается на высоту 8 километров. Он представляет собой настоящее соцветие кратеров. В центре вулкана зияет огромное жерло, окруженное лепестками множества кратеров поменьше. А ближе к поверхности Венеры расположен огромный загадочный объект, диаметром 66 километров, похожий на вулкан. Он изрезан гребнями и впадинами, поэтому кажется рифленым. К тому же местность пересекает некие странные линии. Это тессеры.
складки на рельефе, которые состоят из пересекающихся низин и холмов. Пока подобные узоры обнаружены только на поверхности Венеры. Еще одна уникальная область планеты диаметром примерно 300 километров находится на обширной равнине к югу от Земли Афродиты. Эта большая круглая структура носит имя Айне-корона. Коронами называют уникальные кольцеобразные объекты Венеры. Они образованы из шлейфов раскаленной породы, вытекавшей из глубин планеты через мантию и кору. Недалеко от короны находится еще один необыкновенный объект. Вроде бы вулкан, но с плоской вершиной. Его диаметр огромен, около 35 километров. Такие структуры из-за их формы называют блинчатыми куполами. Они образовались в результате давних извержений чрезвычайно вязкой лавы. Убедившись, что Венера не пустой и дотла выжженный Солнцем, а богатый достопримечательностями мир, мы отправляемся в более прохладные места. Наш путь лежит к внешним планетам Солнечной системы, и корабль затормозит у газового гиганта Юпитера. На нем, похоже, все приобретает грандиозные размеры. Высоко в облаках Юпитера мы увидим величайший во всей Солнечной системе ураган. Это большое красное пятно, буря диаметром 2575 километров, которая могла бы полностью поглотить Землю. Скорость ветра в ней превышает 500 километров в час. Но еще более удивительно ее устойчивость. Ураган наблюдается еще с 1660-х годов, и лишь в последние десятилетия он стал понемногу уменьшаться. Нам трудно представить столь масштабное природное явление, хотя по внешнему виду из космоса этот гигант и обычные земные бури выглядят практически одинаково. Сравните, например, большое красное пятно с фото урагана Ирма. Обе бури вращаются против часовой стрелки и смотрятся как водоворот облаков. Но ураган на Юпитере отличает тревожный красный цвет. Почему пятно истекает кровью? Возможно, экскурсоводы смогут объяснить это пассажирам круиза. В настоящее время существует версия, что бурю окрашивают органические вещества талины. Вихрь поднимает их из недр планеты в верхние слои атмосферы. Талины имеют темно-красный оттенок, а под воздействием солнечных лучей немного светлеют. Правда, гипотеза не может объяснить, почему большое красное пятно иногда сильно бледнеет, и это еще предстоит выяснить астрономам. Им уже удалось заглянуть за плотную завесу облаков Юпитера с помощью зонда Юнона, который в 2019 году дважды прошел над большим красным пятном. Космический корабль сделал снимки и во многом помог определить его природу. По данным Юноны, ученые составили трехмерную модель Юпитера. Она показала, что большое красное пятно простирается намного глубже, чем считалось ранее. На Земле буря такого размера поднялась бы в 10 раз выше Международной космической станции. Исследователи говорят, что сверху ураган похож на огромный блин, от которого вихрь воронкой закручивается вниз. Вы предпочитаете экстремальные виды спорта типа спусков в пропасть или прыжков с высоты? Тогда, возможно, рискнете во время круиза узнать больше о тайнах безумной воронки. Для этого придется спуститься в водоворот глубиной не менее 3500 километров. Но пока никто из ученых не берется утверждать, что вы встретите на дне большого красного пятна. Мы, конечно, не сможем высадиться на Юпитер, поскольку у газового гиганта нет твердой поверхности. Его уникальный спутник Ио тоже придется наблюдать со стороны. Приземляться на Луну опасно. Там постоянно слышны взрывы, в небо взмывают столбы огня. Но это, конечно, не происки воинственных инопланетян. На Ио в небе палят вулканы, и астрономы насчитали их уже более 400. Луна признана самым геологически активным небесным телом во всей Солнечной системе. Массивный Юпитер, а также его крупные спутники Европа и Ганимед мнут, растягивают и сжимают Ио своей гравитацией, как кусок пластилина. Именно эта энергия подогревает Луну и питает ее многочисленные вулканы. По поверхности Ио, вероятно, опасно ступить и шаг. Она покрыта озерами силиката, и некоторые прячутся под тонкой корочкой грунта. В любой момент она может прорваться под ногами мощным выбросом лавы, поднимающимся на сотни километров.
В нашем круизе мы просто подлетим ближе к Ио, чтобы увидеть ее бесконечные извержения и сделать на память яркие снимки. Астрономы говорят, что это грандиозное и фантастически красивое зрелище, равного которому нет на Земле. От Ио наш корабль отправится к Сатурну. Его главная достопримечательность всем хорошо известна – великолепные кольца. Это блистательное зрелище космические туристы смогут хорошо рассмотреть при подлете к планете. Плоские, кое-где не превышающие метра в толщину кольца сверкают в лучах Солнца бесчисленными мелкими льдинками. Звездный свет рассеивается сквозь микроскопические частицы, создавая неповторимое сияние. Сатурн озаряет не только кольца, но и потрясающие полярные сияния. Представляете, как здорово смотрятся целые столбы света, которые поднимаются на рекордные в Солнечной системе 1200 километров. Для сравнения, на Земле северное сияние наблюдается на высоте около 110 километров, иногда максимум 643. В системе Сатурна мы обязательно посетим его спутник Энцелад. Там можно увидеть одну из самых излюбленных локаций туристов – гейзеры. Их нужно искать у южного полюса спутника вдоль линий разломов породы. Уникальные природные фонтаны Энцелада извергают в небо струи воды в виде пара и мелкой ледяной пыли. Считается, что их источником служит подземный океан спутника, и в нем, как считают ученые, может существовать жизнь. Фотографии, сделанные зондом Кассини, позволяют составить представление о том, насколько мощны гейзеры Энцелада. Их струи воды, смешанные с пылью, образовали вокруг Сатурна целое кольцо. Криовулканы Энцелада тоже постоянно извергают ввысь свои струи. Вместо расплавленных скальных пород, как на Земле, они посылают в небо воду, аммиак, а также метан в жидком и газообразном виде. Спутник Сатурна Титан продемонстрирует еще больше чудес, причем они начнутся еще во время приближения к Луне. Снимок зонда Voyager 2 показал край диска Титана. Почему он двухцветный? Просто синий выглядит загадочная дымка неизвестной природы на высоте в паре сотен километров над атмосферой. Сама атмосфера кажется оранжевой и в основном состоит из азота с примесью метана, а также, возможно, соединений водорода и углерода. Благодаря зонду Кассини мы знаем, что вблизи северного полюса Луны плещутся огромные озера. Самое крупное по размерам сравнимо с Каспийским морем. Правда, озера Титана состоят не из воды, а смеси жидких метана и этана. Но разве такая преграда остановит любителей парусного и других видов водного спорта? Они наверняка захотят отправиться в плавание по метановым водам Титана на специальной лодке. Кто знает, возможно, в будущем это место станет одной из лучших локаций для проведения межпланетных регат. Если вы предпочитаете парашютный спорт, полеты на параплане или дельтаплане, вам тоже сюда. У Титана плотная атмосфера, а сила тяжести в 7 раз меньше земной. Человек там может летать как птица. Чтобы подняться в небе, достаточно будет просто взмахнуть прикрепленными к рукам искусственными крыльями. Удаляясь от Сатурна, мы минуем Уран, который издалека покажется красивым нежно-голубым шаром. Наша следующая остановка будет на самой далекой от Солнца планете – Нептуне. Его называют ледяным гигантом, потому что мантия планеты состоит из водяного, аммиачного и метанового льда, а внутри находится каменно-ледяное ядро. Но снаружи он не покрыт льдами. Ближе к его поверхности давление повышается, атмосфера становится плотнее, превращается в тяжелый туман, который окружает океан из метана, аммиака и воды. Огромное давление предположительно способно привести к распаду метана на углерод и водород. После этого углерод, спрессованный атмосферой, может образовывать алмазы. Некоторые исследователи даже высказали мнение, что на Нептуне идут алмазные дожди. Если это когда-нибудь подтвердится, то планета окажется в полном смысле слова драгоценным местом для туристов. В отличие от алмазных дождей, экстремальные бури на Нептуне уже доказанный факт. Voyager 2 обнаружил в южном полушарии самый сильный ураган из когда-либо зафиксированных в Солнечной системе. Ветер в нем был закручен против часовой стрелки и дул с силой 2100 км в час. На Земле так быстро летают только сверхзвуковые самолеты.
Самый большой ураган, по размеру сравнимый с Землей, назван Большим темным пятном. Правда, неизвестно, сможем ли мы увидеть это грандиозное явление природы. Как показал телескоп Хаббл, в 1994 году темное пятно исчезло. Через время подобный ураган вновь обнаружили, но уже совсем в другом месте Нептуна. А вот таинственное белое пятно, которое еще называют скутер, никогда не покидает привычного места. Так что мы обязательно полюбуемся на это чудо природы. Скутер выглядит как огромное пушистое облако, нижним краем уходящее в недра планеты. В действительности белое пятно скорее гейзер из газов, бьющих из нижних слоев Нептуна. Но пока неизвестно, какие процессы вызывают столь мощные и регулярные выбросы. На Тритоне, крупнейшем спутнике Нептуна, участники круиза еще раз увидят множество мощных гейзеров. Они извергают в основном азот на высоту до 8 километров. Особо эффектным это зрелище делает величественный шар Нептуна, неподвижно висящий в небе Тритона. Спутник постоянно повернут к своей планете одной стороной, поэтому картина не меняется. Тритон может привлечь туристов и другими фантастическими пейзажами. Из-за приливного взаимодействия с Нептуном в прошлом поверхность Луны несколько раз плавилась, а затем замерзала, пока полностью не превратилась в лед. С тех пор на Тритоне появились гигантские замерзшие озера с берегами в виде огромных ступенчатых террас. Их отдельные ступени достигают более километра в высоту. Дальше Нептуна и его спутников на окраине Солнечной системы планет уже нет. Но мы не будем поворачивать назад, а последуем дальше, к Плутону. Как бы только не проскочить мимо. Плутон недаром переведен в статус карликовой планеты. Крошечное небесное тело имеет лишь 1/6 массы земной Луны и 1/3 ее объема. Несмотря на это, у карликовой планеты есть собственная атмосфера, которая окружает ее загадочной голубой дымкой. Плутон вообще богат необычными явлениями и странными местами. Как раз подходит для того, чтобы круто зафиналить наш круиз. Главной достопримечательностью Плутона считается гигантская область Томба-Регио. Она имеет форму сердца и достигает диаметром 1600 километров. Западную часть региона, равнину спутника, называют одним из чудес Солнечной системы. Космических туристов не оставят равнодушными великолепное сияние плит из яркого азотного льда, покрывающего долину. Вероятно, равнина является гигантским ударным кратером, который со временем заполнили замерзшие газы из атмосферы Плутона. В 2015 году космический корабль НАСА «Новые горизонты» сделал снимки других потрясающих пейзажей карликовой планеты. Чего стоит только странная пластичная область, усеянная гигантскими осколками метанового льда. Некоторые из них на Земле обогнали бы гигантские небоскребы. Самая высокая скала в ледяном царстве достигает 500 метров в высоту. Она почти сравнялась бы с одним из наиболее высоких небоскребов Тайбэй, если бы оказалась на нашей планете. Природа возвела свои ледяные небоскребы уникальным способом. Ученые предполагают, что миллионы лет назад метан замерз на больших высотах Плутона и со временем медленно испарялся, превращаясь в газ. В результате эрозии образовались потрясающие ледяные глыбы. И, казалось бы, нет ничего привлекательнее, чем этот сюрреалистический пейзаж. Но карликовая планета предложит туристам еще одну, не менее потрясающую локацию. Ученые НАСА обнаружили на Плутоне признаки моря из жидкого азота. В нем, вероятно, есть несколько водяных ледников. Они имеют меньшую плотность, чем азот, и потому не тонут. Ледники напоминают причудливые айсберги, дрейфующие посреди бескрайнего азотного моря Плутона. По этому странному морю туристам, возможно, предложат экскурсию на специальном круизном лайнере. Причем судьба пассажиров «Титаника» им не грозит. Скорость айсбергов Плутона составляет всего несколько сантиметров в год, потому неожиданное столкновение с этими глыбами вряд ли возможно. Ну а после столь чудесного путешествия по азотному морю Плутона нам пора возвращаться домой, для того, чтобы подготовиться к более далекому и крутому туру.
Когда-нибудь сверхсветовые звездолеты позволят нам проводить досуг в мирах за пределами Солнечной системы. Что если мы условно осмотрим несколько локаций, которые могут войти в подобный туристический пакет, и выберем наиболее интересные для себя? Если вам особо по душе пришлись диски Сатурна, и вы хотите увидеть нечто еще более удивительное, то ваш маршрут к звезде HD 5314. С помощью телескопа ALMA ученые обнаружили у светила поразительный диск. В принципе, звезды нередко создают вокруг себя подобные украшения из обломков, оставшихся после формирования их систем. Но такой короны, как у HD 53143, нет ни у одной известной астрономам звезды. HD 150-143 – желтый карлик массой в 80% и светимостью 70% солнечных. Он расположен на расстоянии 60 световых лет от Земли в созвездии Киля. Звезда молода, ей примерно 1 миллиард лет. Неудивительно, что HD 53143 все еще опоясана диском из мелких камней. При движении они постоянно сталкиваются между собой, измельчаются от ударов и образуют клубы пыли. Обычно такие диски имеют кольцеобразную форму и напоминают пояс Койпера. Только у HD 53143 все не так. Ее корона совершенно необычной формы – эллипса. А сама звезда расположена в одном из фокусов диска. Впрочем, главная загадка светила не в этом. Во время дальнейших наблюдений астрономы заметили признаки того, что у нее есть еще один внутренний диск. Он смещен или наклонен относительно внешнего. Но такого просто не может быть. Большой диск должен постепенно притягивать, разрушать и поглощать меньший, хотя ученые на основе моделирования пришли к выводу, что есть один вариант. Если в системе прячется какой-то объект, его гравитация может позволить дискам сохранять дистанцию. Это должна быть как минимум крупная экзопланета. Чтобы проверить свою теорию, астрономам придется стать настоящими сыщиками. Они должны тщательно обыскать все окрестности HD 53143 и найти неизвестный объект. Если, конечно, он действительно скрывается в плотном облаке пыли вокруг звезды. Тогда космические путешественники смогут наблюдать нечто типа планеты в короне звезды. Если же вы захотите посмотреть настоящий звездный фейерверк, следует выбрать тур к звезде Вихия из созвездия Гидра. Это светило заканчивает свой жизненный путь, но не хочет тихо угасать. Оно решило по-звездному блеснуть перед кончиной. Умирающая звезда устроила в небе невероятное шоу с вращением дымовых колец и фейерверками из потоков плазмы. А заодно подкинула ученым новые головоломки. Вихия расположена примерно в 1300 световых годах от Земли. Когда-то по размеру она была сопоставима с Солнцем. В старости же превратилась в красного гиганта. Более 90% звезд солнечной массы в процессе эволюции идут по такому пути. Однако Вихия единственная из всех в предсмертной агонии выбрасывает газовые кольца, подобные кругам из дыма. Причем каждые несколько сотен лет вокруг этой богатой углеродом звезды появляется новое кольцо. Но все они прячутся за толстой завесой пыли вокруг светила. Только в начале 2022 года с помощью телескопа ALMA ученые рассмотрели все 6 колец. А заодно разыскали кое-что покруче. Потрясающие газовые пузыри в виде песочных часов, расположенные в двух противоположных направлениях от звезды. Их образовали струи газа, которые Вихия выбрасывает на огромных скоростях. Эти потоки подхватывает космический ветер, который дует с безумной скоростью до 805 тысяч км в час. Ураган несется в две стороны от звезды и придает струям газа форму песочных часов. Для космических туристов это будет зрелище, равного которому пока не найдено во Вселенной. А для ученых — новая загадка, которую следует объяснить. И, наверное, когда-то экскурсоводы расскажут космическим туристам историю звезды, похожую на леденящий кровь фильм ужаса. Вот вкратце ее сюжет. По всем правилам красочных фонтанов газа из звезды быть не должно. Для этого нужна недюжинная энергия. Откуда она у умирающего светила? А что, если в этом замешан ужасный космический вампир? Ученые выдвинули версию, что рядом с Вихия вращается невидимая звезда-компаньон. И напарник у Вихия, вероятно, оказался недобрым.
Он стал высасывать оболочку звезды, пользуясь ее агонией. Часть газа попадает в космос и образует удивительную структуру в форме песочных часов. Планета 55 Канкри-И, известная как Янсен, не устраивает подобный хоррор. Однако она может оказаться по-настоящему ценной для космических туристов. Эта суперземля вращается близко к своей родительской звезде и совершает полный оборот менее чем за 18 часов. Туристы могут пробыть на планете всего земную неделю, и за этот короткий срок отметить Новый год 10 раз. Приятный сюрприз для любителей праздников. Но богатство этого мира в другом. Янсен в 2 раза больше Земли, но почти в 9 раз тяжелее. Это дало повод астрономам НАСА предположить, что суперземля может состоять из углерода под высоким давлением в форме графита и алмаза. Если теория подтвердится, то планета немыслимо дорогая космическая драгоценность. Уже даже подсчитана возможная оценочная стоимость 55 Канкри-И. Она в 384 квадриллиона раз превышает весь валовый внутренний продукт или ВВП Земли. Но освоить для посещений планету Алмаз нам, скорее всего, удастся очень нескоро. Для этого нужно придумать невиданно жаростойкий отель. Он должен выдержать жуткую температуру Янсена, которая достигает 2300 градусов Цельсия. А вот в системе Тропист-1 из созвездия Водолея, почти в 40 световых годах от нас, все намного привычнее. В ней находятся 7 землеподобных планет. Система этого красного карлика очень компактная и на месте солнечной не вышла бы за пределы Меркурия. Космические туристы смогут там быстро перелетать с одной планеты на другую и знакомиться с их знаковыми местами. Мы остановимся на Тропист-1F. Радиус и масса небесного тела практически такие, как у Земли. Плотность же намного выше, что может свидетельствовать об огромном количестве воды. Только вот в каком она находится состоянии. Тропист-1F, как и ее соседки, находится близко к звезде и совершает оборот по орбите всего за 9 суток. Однако ее звезда – ультрахолодный красный карлик, и температура на экзопланете ориентировочно составляет 55 градусов Цельсия. В таком случае это огромный ледяной каток для любителей зимних видов спорта. В то же время, если Тропист-1F покрыта плотной атмосферой, то на ней способна сохраняться плюсовая температура. Тогда это планета-океан, по которой туристы смогут совершать круизы. Они увидят уникальную картину. Отражающееся в воде гигантское красное солнце и 6 огромных призрачных шаров. Это близкие планеты-соседки Тропист-1F, которые будут постоянно висеть у вас над головой. Такие же чудесные виды путешественники увидят в небе каждого мира системы Тропист-1. И, конечно, самым излюбленным маршрутом туристов наверняка станет мир у 2 звезд, как планета Татуин из «Звездных войн». Место фантастического Татуина в реальности займет экзопланета Кеплер-16b и созвездие Лебедя, которое находится на расстоянии 200 световых лет от Земли. Она за 229 дней совершает оборот по орбите вокруг 2 светил по размеру уступающих нашему Солнцу. Подлетев к звездной системе, туристы увидят настоящую космическую фантасмагорию, 2 танцующие в паре звезды, которые периодически затмевают друг друга, и экзопланету, совершающую вокруг них свой пируэт. Палитра красок небесного трио тоже впечатлит. Звезда покрупнее, более оранжевая, чем Солнце, а маленькая – очень красная. Экзопланета также добавляет свой штрих в общую цветовую гамму. Температура на ней низкая, меняется от минус 70 градусов Цельсия до минус 100. Так что, возможно, она смотрится из космоса как нежно-голубой, лазурный или синий шар. Что туристы увидят с поверхности планеты? Ученые пока не определили период вращения Кеплер-16b вокруг своей оси. А значит, не могут точно описать ее закаты и восходы. Однако астрономы предполагают, что из-за эксцентрических орбит обоих светил картина должна быть впечатляющей. Иногда первой, вероятно, заходит красная звезда, иногда оранжевая. Порой они заходят одновременно. Тогда возникает 2 тени одного объекта, ведь звезды находятся в небе под разными углами, и каждая отбрасывает тень. На этом мы закончим виртуальный тур по удивительным мирам.
Посещение даже одного из них может обеспечить яркие впечатления на всю жизнь. Но не будем забывать, что в реальности космический туризм еще находится на ранних стадиях развития. До отпусков на других планетах нам сейчас далеко. Однако эксперты предрекают, что вскоре космические туры станут одним из приоритетных направлений индустрии отдыха. Сейчас этот новый сектор туризма подобен рынку гражданской авиации на ранних этапах развития. Вместе с тем, уже через 10 лет стоимость билетов в нем будет падать более быстрыми темпами, чем в свое время в секторе гражданской авиации. Тогда миллионы людей отправятся на отдых в любую точку Солнечной системы или дальше, совершая путешествия в космос на уровне авиалиний. И кто знает, может, через какое-то время в туристических каталогах вы выберете именно то место, с которым познакомились в нашем видео. В наших виртуальных путешествиях по космосу мы редко обращаем внимание на свой быт. А это, согласитесь, чрезвычайно важный момент. И на первом месте здесь стоит питание. Оно должно быть полноценным, иначе далеко не улетишь. Но космический корабль не удастся под завязку забить продуктами, как свое авто при поездке в отпуск. Место ограничено, так что, похоже, можно взять лишь сухие концентраты и тюбики с питательными пастами. Стоит ли тут мечтать о дымящемся блюде с ароматной зеленью или отдыхе в фитобаре с бокалом смузи? Почему бы и нет? Все возможно, если разбить компактные грядки прямо на борту космолета, а при колонизации организовать фермы на других планетах. Конечно, для этого понадобятся совсем другие подходы, потому ученые занимаются их разработкой. Давайте попробуем себя в роли космических фермеров и посмотрим, какие культуры и агротехнику нам предложат исследователи. История с космическим сельским хозяйством началась давно, но прежде это скорее было похоже на несбыточные мечты. Люди тысячелетиями всматривались в бескрайнее звездное полотно. Самые смелые думали о возможности жизни где-то у далеких звезд, представляя города и тучные поля под чужим, не похожим на наше солнцем. И вот спустя много поколений эти мечты начали воплощаться. В определенный момент мы накопили достаточно знаний, чтобы полеты в космос из туманных грез превратились в реальность. Корабли построены, но с провиантом на борту пока не все понятно. Консервы, концентраты, суррогаты. Да, меню астрономов походу не будет отличаться свежестью. Понятно, что при долгих перелетах на такой пище не протянешь и нужно что-то менять. Над проблемой уже работают современные исследователи, потомки мечтателей прошлого. Собственно, истоки внеземного сельского хозяйства старше первых ракет. Его рождением можно назвать 1920-е годы, а первым разработчиком Константина Циолковского. Во время конструирования космических кораблей он уже думал о герметичных теплицах в пространстве. Конкретные попытки для этого первым предпринял один из пионеров советского ракетостроения Фридрих Цандер. В 1915-19 годах он выращивал овощи на древесном угле, который выполнял роль такого себе облегченного заменителя почвы. А для питания растений использовались отходы жизнедеятельности человека. К 1950 годам ВВС США и НАСА начали испытывать системы жизнеобеспечения для астронавтов на основе водорослей. Советский Союз, в свою очередь, в 1970-80-х годах доставлял на свои самые ранние космические станции различные культуры, в частности лук и лен. Ученые хотели выяснить, смогут ли растения существовать в условиях микрогравитации. Также в то время проходили эксперименты по строительству различных версий теплиц Циолковского. Следующий шаг к разработке космических плантаций сделан в начале 1980-х годов. Тогда космонавтам станции «Салют-7» передали семена резуховидки таля из семейства капустное. Это неприхотливое растение может пройти полный цикл развития всего за 6 недель. Сейчас многие страны, такие как США, Китай, Австралия, Великобритания, Россия, разрабатывают программы по развитию космического сельского хозяйства. И некоторые моменты уже воплотили в жизнь. Мы обязательно побываем на этих удивительных фермах. Но сначала давайте лучше разберемся, что это даст астронавтам.
Мы уже говорили о том, что при дальних полетах в космос невозможно месяцами, а то и годами питаться консервированной пищей. Это прежде всего просто невкусно. Недаром космонавты на Международной космической при таком меню теряют аппетит и вес. Один из членов экипажа, Дон Петит, вспоминает, что особенно желание поесть поднимает запах свежей зелени. Порой больше всего на свете астронавты мечтают похрустеть свежим огурчиком, редиской или полакомиться каким-то другим свежим плодом. А вот одна из многочисленных историй, которая это подтверждает. В сентябре 2016 года в казахской степи приземлился корабль «Союз» ТМА-20М. Он доставил на Землю космонавтов Алексея Овчинина и Олега Скрипочку, которые полгода провели на орбите. Как только Овчинин выбрался из капсулы, коллеги вручили ему свежий арбуз. Именно об этом космонавт заранее попросил их, поскольку желание отведать свежий сочный плод преследовало его день и ночь. Овчинин не единственный обитатель МКС, скучавший по фруктам. Многие работники станции говорят, что сильнее всего в долгих миссиях не хватает именно привычной, неконсервированной еды. Уход за грядками также хорошо влияет на психологическое состояние людей. Время, проведенное на космическом огороде, улучшает самочувствие, повышает моральный дух экипажа. Некоторые космонавты утверждают, что это оставляет одно из самых ярких впечатлений от полета. Наряду с психическим здоровьем свежая зелень укрепляет весь организм. Нам в детстве говорили, что лук помогает от 7 недуг, а если есть яблоко на ужин, доктор не нужен. Эти правила работают в космосе. Всемирная организация здравоохранения советует взрослым съедать около 400 граммов свежих плодов в день. Конечно, овощи есть в составе консервированной пищи космонавтов, но это совсем не то. В настоящее время большая часть продуктов подвергается термической обработке или сублимационной сушке. Оба этих метода, как считается, сохраняют полезные свойства пищи. Однако всего за 1 год хранения в них разрушаются витамины А, С и К, фолиевая кислота и тиамин. А, к примеру, миссия на Марс может потребовать хранения пищи в течение 5 лет. Таким образом, понадобится новый источник этих витаминов. Константин Циолковский видел выход только в космических фермах. Люди, по его замыслу, поставляли бы растениям углекислый газ, а получали взамен пищу и кислород. Идеальное сотрудничество. И, наконец, посмотрим на экономику. Поставки продовольствия на космические станции и другие длительные миссии обходятся чрезвычайно дорого. Одному астронавту на Международной космической станции требуется примерно 1,8 килограмма продовольствия в день. Для 3-летнего полета на Марс с экипажем из 4 человек это количество может вырасти до 11 тысяч килограммов. Так что без самостоятельного производства пищи астронавтам вряд ли обойтись. Но это, по словам ученых, очень сложная задача. Что именно мешает создать ферму или хотя бы возделывать пресловутые 6 соток за пределами Земли? Исследователи называют несколько основных причин. Самая очевидная из них – микрогравитация. На околоземной орбите и на будущих планетах-колониях сила тяжести, вероятнее всего, окажется ниже земной. Слабая гравитация влияет на многие особенности развития организмов, и растения не исключение. На закрытых станциях и в космолетах есть и другая проблема – нарушение конвекции или теплообмена. Она возникает, если замкнутое пространство плохо вентилируется, при этом вокруг растения накапливаются летучие органические вещества, способные затормозить их рост. Не будем забывать и о безумной радиации, которая свирепствует в космосе. Ее мощные потоки, конечно, уничтожат любые плодовые культуры. Если космические лучи несколько слабее, то от этого не легче. Наблюдения показывают, что постоянное излучение может вызвать повреждение ДНК и мутации растений. Учитывая все это, невозможно предсказать, как со временем изменятся привезенные с Земли представители флоры. Пока эксперименты с радиацией показывают, что у овощей от этого развивается настоящая анорексия. У них катастрофически худеют корни, стебли и листья. Ну и, конечно, большая проблема в том, что растениям нужны вода и подходящий грунт.
Наша земная почва, дающая им жизнь, является сложной системой, где одинаково важны и минералы, и органика. В космосе, понятно, все будет по-иному. Идеальное питание для культур нам не найти. Понадобятся специальные агротехнологии, чтобы все было компактно, экономно и эффективно. Прежде всего, ученые обратили внимание на гидропонику. Многие цивилизации использовали эту технологию в сельском хозяйстве. Первыми примерами здесь считаются висячие сады Вавилона и плавучие сады ацтеков в Мексике. Гидропонная система доставляет растениям специально подготовленные питательные вещества через тщательно разработанную систему полива. При этом способе земля для размещения растений становится не нужна. Подобные системы уже широко используются на земных фермах, но, как оказалось, довольно трудно адаптировать их для использования в космосе. Лучи солнца необходимо заменить искусственным освещением, а минералы, кислород и вода должны поступать прямо в корневую систему. Правда, отсутствие почвы ликвидирует проблемы с вредными насекомыми, устраняя необходимость в пестицидах. Еще более перспективной в космическом сельском хозяйстве считается аэропоника, и она уже неплохо проявила себя в невесомости. Главный принцип метода в том, что корневая система растения не погружается в почву или ее субстрат, как это делается при органическом выращивании. Культурам не нужен и питательный раствор, подобно технологиям гидропоники. Корневая масса при аэропонике оказывается словно подвешенной в воздухе. Если такое растение постоянно кормить и поить напрямую через корни, урожай будет богатым. Для подобных космических грядок специалисты сконструировали специальные стеллажи с отверстиями для фиксации каждого куста. Под стеллажом размещена камера для орошения корней растений. Система абсолютно герметична. Здесь же установлены форсунки, которые обеспечивают распыление питательной влаги. Процесс полностью автоматизирован, что особенно важно из-за необходимости непрерывного орошения корневой системы. А избыток влаги, распыляемой форсунками, оседает на дне камеры и затем испаряется, обволакивая корни растений словно туман. Благодаря этому процесс вегетации ускоряется. Как следствие, урожай можно получить быстрее. Знаете, сколько раз можно лакомиться свежими плодами, полученными с помощью аэропоники? Опытные растениеводы утверждают, что можно получить до 6 урожаев в год. Согласитесь, что это просто подарок космическим фермерам. Ну и не менее важно, что все эти методы позволяют экономить место в закрытом помещении. Вертикальные фермы, где можно применять гидропонику и аэропонику, наиболее подходят для ограниченных площадей космического корабля или станции. По большому счету, вертикальное земледелие схоже с тепличным, только для него требуется намного меньше места. Грядки располагаются не на одном уровне, а высокими рядами. Если сравнивать с традиционным методом выращивания, вертикальные фермы могут быть производительнее в 3-4 раза, и они уже начинают приживаться в космическом пространстве. Чтобы осмотреть такое хозяйство и поднабраться опыта, давайте в роли космических фермеров отправимся на Международную космическую станцию. МКС вращается всего в 430 километрах от Земли. Но даже на таком расстоянии трудно регулярно снабжать экипажи свежей зеленью. В любой момент могут помешать экстремальные солнечные бури, поломки грузовых челноков и иные причины. На МКС давно развернуты космические фермы и проводятся эксперименты с различными растениями. Многие астронавты уже попробовали себя в роли фермеров, и в их хозяйстве даже происходили курьезные случаи. Так, в 2022 году Фрэнк Рубио во время эксперимента случайно потерял 2 помидора в герметичном пластиковом пакете. Эти овощи были найдены через 8 месяцев следующей командой. НАСА обнародовала снимки забавной находки. Конечно, вид у плодов совсем не презентабельный. Помидоры обезвоженные, сморщенные, бесцветные. Вместе с тем видимых признаков поражения микробами или грибками на них не обнаружено. Словом, эти мумии неплохо продемонстрировали возможности хранения урожая в условиях невесомости. Но ученым важнее узнать, какие растения будут лучше развиваться в космосе и давать хороший урожай.
Это вопрос, которым занимаются специалисты проекта Plant Habitat 03. Они планируют провести такую себе многоходовку, посеять земные семена на Международной космической станции, собрать урожай и вернуть его на Землю. После этого семена из плодов, собранных на МКС, вновь планируется отправить в космос, вместе с тем посевным материалом, который на станции не был. Так ученые смогут увидеть, изменилась ли ДНК растений в условиях микрогравитации и унаследуют ли будущие поколения эти мутации. Эволюция любой формы жизни на Земле может занять тысячи лет, но исследователи надеются, что в космосе все произойдет значительно быстрее. Растения быстро адаптируются и сохранят изменения уже в следующем поколении. Исследователи уже обнаружили, что культуры в условиях микрогравитации могут давать больший урожай, чем на Земле. До 1000 пучков салата, трав и овощей менее чем за 25 дней на ограниченной площади – вот рекорд на МКС. Борт-инженер НАСА Джессика Уоткинс, например, вырастила, а затем собрала редис и листовую капусту на борту станции без какой-либо почвы. Уоткинс использовала в своих экспериментах технологии гидропоники и аэропоники на стеллажах с грядками-камерами. В обоих случаях результаты получились отличными. В то же время традиционное фермерство, где нужна почва, тоже преподнесло членам экипажа приятный сюрприз. Например, выяснилось, что овощи легче пересаживать в космосе, чем на Земле. В ходе эксперимента семена посеяли в специальные подушки, контейнеры, содержащие питательную среду на основе глины и органического удобрения. Некоторые культуры, особенно зеленая горчица, великолепно взошли и выросли в этой смеси, а вот отдельные виды салата не хотели развиваться. Тогда астронавт Майкл Хопкинс попытался спасти неудачливый овощ, отправив его в другую смесь. Салат плохо переносит пересадку на Земле, зато в космосе опыт Хопкинса дал прекрасный результат. Ученые сделали вывод, что растения легче справляются со сменой места в условиях микрогравитации. Но это еще предстоит проверить. Ну а салат отлично вырос, и, как утверждают астронавты, на вкус был даже более нежным и приятным, чем на Земле. А хотите попробовать настоящий деликатес? Недавно членам экипажа МКС это удалось. Они собрали рекордный урожай перца чили в рамках исследования Plant Habitat 04, которое длилось 137 дней. Перед началом опытов на МКС доставили 48 продезинфицированных семян перца. Астронавт НАСА Шейн Кимбро заложил их в специальную установку и долил воду. Впоследствии из проросших семян оставили лишь 4, чтобы растения получили достаточно места для развития на общей площади размером с большую микроволновую печь. Через несколько недель после всхода перец зацвел. Первый урожай из 7 плодов астронавты съели просто так, в свежем виде. А во второй раз, когда собрали уже 12 плодов, их частично превратили в нечто особенное для условий космоса. Астронавт НАСА Меган МакАртур приготовила из части перцев мексиканское блюдо тако, добавив в лепешку, кроме чили, доставленные с Земли помидоры и артишоки. Члены экипажа говорят, что тако-вечеринка удалась на славу, а оставшиеся перцы они отправили на Землю для проведения исследований. После успеха с чили в НАСА собираются выращивать на Международной космической станции карликовые помидоры. И, конечно, продолжат тестировать новые виды листовой зелени. Подводя итоги проведенных исследований, ученые говорят, что микрогравитация не влияет на питательные качества овощей, но некоторые виды все же заметно теряют во вкусе. Также исследования показали, что растения в условиях микрогравитации лишаются устойчивости к инфекциям. Это, например, относится к кишечной палочке и сальмонелле, а салат, выращенный на МКС, имел повышенный уровень бактерий по сравнению с земными аналогами. И виновными в этом ученые неожиданно объявили, кого бы вы думали, самих космических фермеров. Вот как исследователи объясняют свой вывод. Несмотря на различные меры противодействия, МКС остается изолированной воздушной системой. В таких условиях сами астронавты становятся источником бактерий.
которые могут заразить уязвимые растения. Чтобы сделать овощи устойчивыми к инфекциям, ученые предлагают изменить генетику растений. Исследователи уже начали тестировать сорта салата с разным генофондом, чтобы увидеть, как они реагируют на микрогравитацию и рост в замкнутом пространстве. Нам же самое время вспомнить о деревьях. Ученые говорят, что они могут расти на орбите, так что садоводство в космосе не исключено. Однако его масштабы на МКС совсем иные, чем те, к которым мы привыкли. Помните бабушкину пальму, которая росла в огромной катке и вершиной упиралась в потолок? Вряд ли нам удастся увидеть нечто подобное на космической станции. Там деревьям могут предложить только относительно небольшие горшки, и расти в них будут исключительно суперкарликовые сорта. Однако некоторые породы успели и в таких условиях себя хорошо проявить. Эксперименты на МКС показали, что молодые саженцы ели при микрогравитации растут даже быстрее, чем на Земле. А вот на вид они получаются какими-то химерами. Все свои иголки еле опускают вниз. Какие еще сюрпризы преподнесет орбитальный еловый бор? Ученые надеются узнать об этом в дальнейшем, ведь эксперимент продолжается. Зато с цветами, кажется, все в полном порядке. В космосе они столь же великолепны, как и на Земле. Недавно на борту Международной космической станции впервые распустилась прекрасная циния. Ее яркие оранжевые цветки долго создавали на МКС праздничное настроение. Об этом написал в соцсетях космонавт Скотт Келли. Теперь экипаж станции готовится вырастить салат ромен по той же технологии, что и цинии. А мы тем временем отправимся перенимать опыт на лунные фермы. Там уже есть что посмотреть. Китай создал первые в истории грядки на нашем спутнике. Как такое удалось? Китайские космонавты не высаживались ведь на Луне. Но это оказалось и ненужным. Дело полностью взяли в руки роботизированные аппараты. Вот эта история. Когда китайский посадочный модуль Чэнье-4 приземлился на Луне, то в качестве полезной нагрузки на его борту находились семена растений. Их было 4 вида – хлопок, картофель, рапс и резуховидка таля. Цель эксперимента – вырастить на спутнике полноценные кусты из семян в специальном контейнере с водой. Ученым предстояло узнать, как гравитация Луны и высокая доза излучения влияют на растения. Для этого такие же семена посеяли на Земле в условиях, аналогичных лунным. На первом этапе результаты сравнения двух грядок оказались фантастическими. Лунная гравитация, которая в 6 раз ниже, чем на Земле, ускорила прорастание семян. Правда, взошел только хлопок, но ученые и это считают огромным достижением, ведь растениям пришлось столкнуться на нашем спутнике с огромными вызовами. Самую большую угрозу для кустика хлопка представляла долгая лунная ночь, которая началась через 9 земных дней после приземления аппарата Чанье-4. Температура внутри контейнера опустилась до минус 52 градусов Цельсия, а повысилась она только через 18 земных дней. Для чистоты эксперимента ученые на Земле тоже снизили температуру при выращивании семян. Когда наступил лунный день, то саженец все еще продолжал быть зеленым и стоял в вертикальном положении. Затем хлопок пережил второй лунный день, который длился более 2 земных недель, хотя его рост остановился. Ученые считают, что это произошло из-за нехватки кислорода в контейнере. Однако исследователи пришли к выводу, что низкая гравитация повысила устойчивость к холоду у хлопка на Луне, и он перенес вторую лунную ночь. А 3 другие растения не смогли взойти из-за некомфортной для них температуры первые 5 дней эксперимента. Тем временем Европейское космическое агентство совместно с сельскохозяйственными предприятиями разработало свой способ выращивания овощей на Луне. Предыдущие эксперименты с использованием лунных образцов показали, что растения могут развиваться в реголите нашего спутника. Однако он не содержит определенного количества азотных соединений и становится плотным при намокании. Это сильно затрудняет ускорение и дальнейшее развитие растений. Другое дело коктейль, который исследователи создали для космических ферм. Он содержит богатую питательными веществами воду и извлеченные из реголита минералы вместо почвы.
То есть технология предполагает непосредственное питание корней растений водой, обогащенной полезными веществами из местного грунта, но без прямого участия реголита. Коктейль вместо миксера смешал специальный автоматический сортировщик. Он извлек из реголита питательные вещества, растворил их в воде и подал в гидропонную теплицу. Есть еще одна подобная разработка. Опытным путем ученые США определили воздействие реголита на растения, добавив обычную землю в перемолотые образцы лунного грунта. Затем в эту почву посеяли различные сельскохозяйственные культуры – помидоры, табак, капусту, лук, спаржу, кукурузу. Все семена хорошо взошли, выросли и дали урожай. Некоторые из них развивались в почве с добавлением лунного реголита даже лучше, чем в земном песчаном грунте. Еще одним кандидатом для посева на лунных фермах является так называемая трава воскрешения родом из Австралии. Свое имя она получила не зря. Она настоящий зомби среди сельскохозяйственных культур. После месяцев без воды и света, в невероятном холоде, потеряв более 95% воды, мертвая на вид трава остается живой и моментально воскресает, если дать ей немного тепла и света, а также слегка оросить. Так вот, семена разных сортов этого зеленого зомби ученые хотят разместить в специальной камере на борту космического корабля и отправить на Луну. Камера будет содержать датчики, воду и видеокамеру. Ученые надеются, что по пути семена прорастут, а всходы, если и погибнут, то снова активизируются при поливе уже на спутнике Земли. После приземления на лунную поверхность рост и общее состояние травы станут беспрерывно контролировать в течение 72 часов. Данные и изображения передадут на Землю для дальнейшего изучения. С лунным сельским хозяйством, как видим, дело сдвинулось с места, но человечество уже смотрит дальше. Самым перспективным для межпланетных полетов и колонизации, несомненно, считается Марс. Проблема в том, что туда еще нужно долететь. Дорога займет долгие месяцы. Как считает эксперт НАСА Джулия Робинсон, даже самые современные технологии консервации и заморозки не позволят так долго сохранять все полезные вещества в пище экипажа. К тому же тащить за собой огромное количество продуктов очень дорого. Для этого потребуется гигантский летательный аппарат, который придется заправить невероятным количеством топлива. Но если разбить на корабле огороды, то все станет на свои места. Как вы представляете такую форму? Скорее всего, в виде небольших отсеков, где основная часть территории отдана в распоряжение экипажа. Это, конечно, возможный вариант, но некоторые ученые предлагают сделать все наоборот. К далеким мирам следует отправить космические корабли-фермы. Вот как может выглядеть их интерьер. Основную часть площади занимают сельскохозяйственные угодья, которые расположены внутри огромного кольца. В центре находится ряд куполов для размещения персонала. Центробежная сила, создаваемая при вращении кольца, будет действовать как замена гравитации. Это позволит растениям нормально развиваться и дать урожай. Еще одна перспективная концепция фермы на космическом корабле предложена специалистами НАСА. Это грядка в виде надувной камеры последнего поколения под названием Flex Aeroponic System. Она легкая и гибкая. Ее без проблем можно упаковать и хранить во время транспортировки. На космолете можно будет развернуть грядку и засеять, а растения будут удерживать в нужном положении специально разработанные сетчатые держатели. Ферма на корабле пригодится для всего на свете. Кроме вкусной свежей пищи, ее можно использовать для переработки сточных вод и отходов человеческой жизнедеятельности, непрерывной очистки воздуха, производства кислорода. Всего 10 квадратных метров посевов дают 180-210 граммов кислорода, что обеспечивает 25% суточной потребности одного человека. Для этого ферма на корабле должна быть полностью автоматизирована и регулировать полив, влажность, освещение, циркуляцию воздуха и доставку питательных веществ. Подобные автоматы также предстоит интегрировать в систему жизнеобеспечения для обмена углекислым газом и кислородом. Для возделывания нужно подобрать растения, которые дают большой урожай съедобных частей и при этом требуют мало места. Среди кандидатов ученые называют кресс-салат, чечевицу, пшеницу, листовой салат, горчицу, помидоры черри,
рис, перец и соевые бобы. Но они должны отличаться от тех, что сейчас выращивают на Земле. Задача ученых – вывести сорта, которые не требуют больших пространств, однако дают высокие урожаи. В этом направлении уже сделаны первые шаги. Сначала на борту космического корабля SpaceX Dragon была запущена ферма Veggie, а совсем скоро в космос отправится новая улучшенная версия Veggie. По размерам ферма будет сопоставима с мини-холодильником. Только вместо того, чтобы хранить газировку, аппарат станет тщательно записывать каждый шаг развития различных культур. По некоторым прогнозам, например, от Илона Маска, эти разработки понадобятся уже в течение ближайших десятилетий. В такие сроки планируется отправить первых поселенцев на Марс. Там колонистам без сельского хозяйства наверняка не обойтись. Регулярно завозить продукты с Земли практически невозможно из-за огромного расстояния, дороговизны перевозок и опасностей в пути. Как будет выглядеть ферма на Марсе? Исследователи из университета штата Юта рисуют примерную картину. Представьте огромные теплицы под поверхностью планеты. Гигантские параболические зеркала собирают слабые солнечные лучи наверху и направляют их по оптоволоконным кабелям. Теплицам должна быть не страшна бомбардировка метеоритами размером с баскетбольный мяч. На Марс падает много небесных камней. Нередко они глубоко пробивают поверхность планеты. Несмотря на расположение под землей, защитить фермы от их ударов будет непросто. К тому же для теплиц подойдет далеко не любая культура, способная к фотосинтезу. Ученые ставят задачи найти сорта, способные расти и давать урожай при неполноценном освещении и на небольшом участке. При этом растения должны сохранять свои питательные вещества и приятный вкус. На самом начале экспериментов специалисты НАСА исключили из числа возможных вариантов некоторые из простейших, например, водоросли. Эксперты посчитали, что они не обладают достаточной устойчивостью к окружающей среде. Пришлось отказаться и от очень высоких зерновых культур типа кукурузы и тростникового сахара. Они просто не поместятся в теплице. В настоящее время ученые решили присмотреться к традиционным полевым культурам – салату, латуку, помидорам, брокколи, карликовой пшенице, соевым бобам, картофелю. Некоторые из этих овощей, как мы говорили, уже выращивают на Международной космической станции. Непосредственно на Марсе пока подобные эксперименты не проводились. Но на Земле внезапно заговорили о продуктах из марсианских помидоров. Недавно с таким посылом презентован кетчуп Хайнц. Конечно, марсианским его можно назвать лишь условно. Соус приготовлен из помидоров, выращенных на Земле. Просто ученые создали им суровые условия, аналогичные марсианским. Эксперименты 2 года проводила группа астробиологов из Космического института Олдрина во Флориде. Исследования показали, что в марсианской почве можно сажать томаты, которые будут съедобными, как и на Земле. Кусты выращивали в марсианском имитаторе, земной почве, химически подобранной под реголит Красной планеты. Были даже воссозданы такие же температурные и водные условия, как на Марсе. Правда, на Красной планете, хотя и в 2 раза более высокая гравитация, чем на Луне, но намного меньше земной. И все же, как мы уже выяснили, некоторые культуры хорошо выдержали очень слабую гравитацию на спутнике Земли. Ученые надеются, что марсианская сила тяжести им тем более подойдет. Однако на Красной планете всплывет множество других проблем. Прежде всего, на чистом реголите урожай не получишь. Марсианская почва слишком бедна питательными веществами и даже может быть вредна. Китайские ученые выяснили, что культуры, в частности, не вынесут высокой концентрации перхлоратов в местной воде. Исследования показали, что токсины заметно уменьшили стебли и корни экспериментальных кустов. Кроме того, перхлораты накапливались в листьях, потому в пищу подобные растения не годятся. А еще соли хлорной кислоты не позволяют заселить поверхность Марса земными бактериями, чтобы создать плодородный слой перегноя. Исследования шотландских астробиологов показали, что перхлораты усиливают бактерицидный эффект ультрафиолета. Микроорганизмы нашей почвы просто не выживут на поверхности Марса. Возможно, от идеи традиционных огородов на марсианском реголите придется отказаться вовсе, сосредоточившись на других методах. Наиболее перспективными ученые считают ту же гидропонику и аэропонику.
Хотя надежду на традиционное выращивание овощей неожиданно возродили самые многочисленные существа на Земле – насекомые. По новым данным, некоторые из них, в частности львинки или черные солдатские мухи, могут сыграть в этом вопросе важную роль. Их личинки способны обогатить бедный марсианский грунт азотом, калием, фосфором и полезными бактериями. Над проектами самих ферм, где будут расти марсианские салаты и помидоры, ученые работают уже давно. Еще в 1988 году в космическом центре имени Кеннеди создан первый вертикальный огород, где овощи росли на полках теплицы или специального резервуара. Ферма достигала почти 8 метров в высоту и была оборудована гидропонной установкой. В совокупности все угодья занимали 20 квадратных метров, что, например, почти в 90 раз меньше, чем одна обычная ферма в США. Нужное освещение внутри нее поддерживалось с помощью натриевых светильников высокого давления. Эти лампы обычно используют для уличного освещения. Впоследствии их заменили светодиодами, которым требуется намного меньше энергии. Сейчас ученые университета штата Юта экспериментируют для марсианских теплиц с оптоволокном, меняя цвета ультрафиолет, синий, зеленый, красный, дальний красный. Цель проекта – выбрать оптимальный свет для процесса фотосинтеза. Правда, в настоящее время оптоволокно стоит слишком много, и освещение одной фермы требует миллионов долларов. Однако эксперты считают, что со временем цены упадут, и оптоволокно полностью заменит электрическое освещение. Когда-нибудь в будущем подобные фермы окажутся на далеких экзопланетах, которые мы начнем осваивать. Приживутся ли земные растения в мирах у других звезд? Пока этот вопрос почти не изучен. Уж слишком бесконечно и многообразно небо над нами. Кто знает, на какой планете мы остановим выбор и какие там будут условия. Но ученые уже пытаются прояснить ситуацию. Немецкие астробиологи решили узнать, как будут себя чувствовать земные растения на планетах в системах красных карликов. Для примера они взяли каменистую суперземлю HD 219-134 в 12 световых годах от нас. Исследователи в течение 7 дней выращивали крест-салат на песчаном субстрате в 3 разных условиях. Первое было аналогично земному, на планете, освещенной желтым карликом типа Солнца с температурой 5800 кельвинов. Вторые условия соответствовали HD 219-134, которую согревает красный карлик с температурой 4300 кельвинов. А третьим вариантом стала полная темнота. На этом изображении показаны визуальные результаты эксперимента по дням. Мы видим, что крест-салат под лучами красного карлика пророс быстрее по сравнению с солнечным светом и темнотой. Через 7 дней стало видно, что высота и длина стебля на всех грядках у растений разная. На планете красного карлика крест-салат оказался выше, а в темноте дал еще более длинные белесые стебли, тонкие как нитки. Кроме того, исследователи измерили содержание воды и сухую массу растений. В условиях красных карликов воды в крест-салате выявили немного больше, а сухих веществ меньше по сравнению с солнечными условиями. Ученые также проверили эффективность фотосинтеза и не обнаружили существенной разницы между образцами на планетах желтых и красных карликов. В целом они пришли к выводу, что земные растения будут неплохо себя чувствовать на экзопланетах в системах красных карликов, самых распространенных звезд во Вселенной. Однако авторы экспериментов отвечают, что их исследование не полностью воспроизводит естественные условия. К примеру, интенсивность солнечного света меняется в течение дня, что в эксперименте не учитывалось. Впрочем, на каких-то экзопланетах это может оказаться не столь уж важным. Как вам идея ничего не завозить с Земли и организовать ферму на месте с нуля? Ученые уверены, что среди далеких миров есть те, которые подходят для жизни, и на них наверняка есть собственная растительность. Давайте полетим на одну из таких экзопланет. Какую картину мы увидим? Пальмы с багровыми листьями среди сочной коричневой травы? Каменные бассейны, высланные чем-то похожим на водоросли, синие лишайники, покрывающие каждый валун, или странные лиловые цветы?
Все это возможно. По крайней мере, так считают шотландские астробиологи, которые и нарисовали подобную картину. Но почему в ней растения окрашены в столь странные цвета? Исследователи говорят, что многое здесь зависит от звезды. Как влияет тип светила на цвет инопланетных растений? Звезда типа G, к которым относится Солнце, около 40% электромагнитного излучения испускает в полноцветном спектре видимого света. На Земле температура Солнца заставила фотосинтезирующие растения поглощать большую часть длин всех волн, за исключением инфракрасной и зеленой. Эти спектры наши культуры активно отражают, но в другом месте растения приобретут другой оттенок. К типу F обычно относятся горячие голубые звезды, которые интенсивно излучают огромное количество смертельного для всего живого ультрафиолета. Предполагается, что при бомбардировке чрезвычайно сильным излучением в синем спектре растения будут этот цвет по большей части отражать. Тогда они приобретут голубоватый оттенок. Есть и другой сценарий. Растения научатся поглощать синий цвет и отражать зеленый и красный. В данном случае они будут казаться нам желтоватыми. Светила К-типа испускают меньше видимого и больше ближнего инфракрасного света, чем желтые карлики. Ученые говорят, что труднее всего предсказать, какого цвета окажется их растительность. Она может походить на земную, хотя не совсем. Растениям из систем звезд К-типа придется поглощать больше света своих менее ярких, чем Солнце, светил. В результате их листва должна быть несколько темнее по сравнению с земной. Звезды М-типа или красные карлики наиболее тусклые и маленькие, со средней массой около 0,3 солнечной. Это тоже означает, что они производят минимум световой энергии, хотя ее хватит для поддержки фотосинтеза. Под слабым светом таких звезд растения перестанут быть разборчивыми и начнут поглощать излучение на любых длинах волн. В этом случае они будут отражать чрезвычайно мало света, менее половины того, что достигает поверхности Земли. Из-за этого растения, вероятно, окажутся темно-красного или даже полностью черного цвета. Да, но у планеты может быть не одна, а две звезды. Мало того, подобные бинарные миры считаются более распространенные, чем с одинокими звездами. Как определить цвет инопланетной растительности в этом случае? Она окажется полосатой в зависимости от того, сколько хватит света от той или иной звезды, или какой-то еще. Шотландские ученые решили выяснить это на примере экзопланеты, подобной Земле, в бинарной системе желтого и красного карликов. На основе моделирования исследователи пришли к выводу, что вредное излучение от двух звезд будет на экзопланете чрезвычайно интенсивным. К тому же радиация добавит взрывной характер красного карлика. Как и все его собратья, он часто вспыхивает и выбрасывает в космос потоки излучения. По мнению ученых, растения на такой планете, скорее всего, ко всему этому сумеют приспособиться. Например, они могут вооружиться некими внутренними или внешними солнцезащитными экранами, блокирующими ультрафиолетовое излучение. И вот еще интересный момент. Модели показали, что планета меньше Земли в бинарной системе может содержать растения, практически аналогичные земным, только они будут непривычной для нас экзотической формы. То есть, как мы видим, эволюция растительности зависит не только от цвета родительской звезды. Не менее важны размер, состав атмосферы и многие другие характеристики экзопланеты. Так, в мирах, которые меньше Земли, растения будут намного выше и тоньше наших. Еще, вероятно, они обзаведутся огромными, как опахало, листьями и взрастят плоды-великаны. Причиной такого гигантизма станет низкая гравитация маленьких экзопланет, которая позволит стеблям выдерживать большую массу. Представляете клубнику размером с яблоню или помидор весом как арбуз? Это может быть нормой в мини-мирах. Если планеты, наоборот, массивнее Земли, растения превратятся в антиподы предыдущих. Кусты будут короче и шире, с меньшими листьями, так как сила тяжести в том мире окажется мощнее. На экзопланете с разреженной атмосферой не стоит ожидать сколько-нибудь значимых ветров. Растения в таких мирах станут высокими и тонкими, а их плоды – легкими, как одуванчик. Плотная же атмосфера экзопланеты сделает кусты намного толще.
и пригнет их ближе к Земле, чтобы выдерживали мощные ветра. Учитывая всю эту информацию, давайте попробуем организовать ферму на какой-нибудь из относительно близких к Земле экзопланет. К примеру, полетим к звезде Тропист-1 на расстояние примерно в 39 световых лет. Светило является домом для 7 планет размером с Землю. 3 из них астрономы считают потенциально обитаемыми. Так что, пожалуйста, выбирайте на вкус. Все 7 миров вращаются вокруг своей звезды на более близком расстоянии, чем Меркурий от Солнца. Год на них в среднем длится около 2 земных недель. Однако Тропист-1 – ультрахолодный красный карлик. Звезда настолько мала, что по размеру сравнима скорее с газовым гигантом, подобным нашему Юпитеру. Также она намного холоднее и тусклее Солнца, и потому не сжигает своим жаром близкие планеты. Природа Тропист-1 такова, что она излучает в основном инфракрасное тепло. Этого излучения хватает, чтобы согреть близкие к звезде планеты, но освещаются они меньше, чем Земля, лучами Солнца. Чтобы успешно эволюционировать в данной системе, растения должны улавливать как можно больше света. В этом им могут помочь, например, очень крупные листья. И, вероятно, они научились преобразовывать инфракрасное излучение в энергию. Еще все 7 миров не могут вращаться вокруг своей оси из-за сильной гравитации близкой звезды, так что экзопланеты всегда повернуты одной стороной к Солнцу. В связи с этим растительность, скорее всего, окажется только на одной стороне своих планет-хозяев. Но нам вполне хватит места, чтобы разбить там грядки и получить урожай. Будет ли овощ на одной из планет системы Тропист-1 первым внеземным плодом, который человек и попробует на вкус? Мы пока еще не можем точно ответить на этот вопрос. Ученые только начинают искать подходящие для освоения экзопланеты. Да и концепции космического сельского хозяйства, как видим, еще не оформлены до конца. На этом пути возникает невероятно много препятствий, но исследователи настроены скорее оптимистично. Они уверены, что большинство проблем со временем удастся решить. Тогда на борту космолета мы сможем проводить время в салат-баре с бокалом смузи в руке, а на далеких экзопланетах сорвем с грядки странный синий помидор или черную клубнику, тяжелую как кусок металла. И вопрос будет лишь в одном: готовы ли мы откусить первый кусочек странного инопланетного овоща? У нас есть время подумать над этим, готовясь к новому космическому путешествию. Вы знаете, где можно найти самый крутой клад всех времен? Его колоссальный размер трудно представить, но зачерпнуть сокровища будет трудно, ведь речь идет о космических богатствах. Полезные ископаемые Вселенной оцениваются в квинтиллионы долларов. Их добыча может навсегда покрыть все потребности человечества. Кто откажется получить свой кусок от такого пирога? Начинается новая золотая лихорадка. И вскоре многочисленные старатели хлынут на поиски кладов по всей Вселенной. Кому, как не нам, космическим путешественникам, быть в их первых рядах? Берем отбойные молотки, металлоискатели, лопаты, компасы, ну и все остальное, что входит в набор искателя сокровищ. И в путь. Ученые сообщают о золотых, платиновых, кобальтовых, литиевых и многих других богатейших копиях на разных небесных телах. Как найти среди них место, в котором Вселенная скрывает свой самый крутой алмаз размером больше Земли? Где рубины и сапфиры падают с неба? Во время поиска сокровищ нас поджидает множество опасностей и неожиданных ситуаций. Но приз будет просто космическим. Казалось бы, самыми перспективными для старателей являются планеты. Там есть где развернуться. Наверняка на их поверхности и в недрах скрывается много всего такого, что нам на Земле очень бы пригодилось. Однако планеты от нас чрезвычайно далеко. Геологическая разведка, добыча, доставка к нам ресурсов – здесь встает целая масса сложных, порой неразрешимых в ближайшем будущем задач. Не легче ли иметь дело с теми небесными объектами, которые хоть и меньше, но сами идут в руки? Космические старатели, конечно, поняли, что речь идет о кометах и астероидах. На сегодняшний день специалисты считают их самыми перспективными для добычи полезных ископаемых и других природных ресурсов.
Серебро и золото, палладий и платина, иридий и вольфрам, никель и молибден. Околоземные астероиды содержат колоссальное количество редких металлов. Потребность в них с развитием промышленности только увеличивается, а цены на мировых рынках неизменно растут. Впрочем, металлы и редкоземельные ископаемые – это не все богатства небесных камней. Астероиды также являются бесценным источником минеральных веществ, необходимых и сельскому хозяйству. Речь идет прежде всего о фосфоре, который в больших количествах содержат многие космические скалы. Кроме того, огромный интерес для человечества представляют ледяные небесные тела. Кометы и их выродившиеся ядра способны стать отличным источником воды и кислорода, необходимых для поддержания жизни, а также водорода, одного из основных видов ракетного топлива. И все же пока полезные ископаемые считаются основным богатством астероидов. Частью этих ресурсов космические камни уже с нами поделились. Фактически все золото, кобальт, железо, марганец, молибден, никель, осмий, палладий, платина, рений, родий и рутений, которые сейчас добывают из верхних слоев Земли, являются остатками астероидов. По одной из теорий, этот материал попал на нашу планету во время ранней метеоритной бомбардировки. Гипотеза заключается в том, что после формирования земного ядра прошел метеоритный дождь. Космические камни, обрушившиеся на нашу планету, содержали определенное количество золота и других ценных металлов. Все эти богатства оказались в земной мантии и континентальной коре. Затем, более 4 миллиардов лет назад, из-за большой массы Земли начала происходить дифференциация недр. В результате большинство тяжелых элементов под действием гравитации опустилось к ядру планеты. Потому кора оказалась обедненной тяжелыми элементами, а на большинстве астероидов из-за незначительной массы никогда не происходила дифференциация недр, потому что химические элементы распределены в них более равномерно. И сейчас на Землю прилетают метеоры, которые часто состоят из золота, платины, алмазов, никеля, даже не перечислить все сокровища, которые периодически буквально падают с неба нам на голову. Только мы не сможем воспользоваться этими сокровищами, ведь большинство метеоритов сгорает в атмосфере Земли. Все драгоценности расплавляются, а затем испаряются во время падения под воздействием безумных температур. Так что метеоры не помогут старателям получить какой-нибудь куш. Другое дело астероиды, которые, как огромные корабли, дрейфуют по бескрайним океанам космоса. Время от времени они оказываются опасно близко к Земле. Впрочем, эти небесные скалы не только представляют угрозу, а порой несут настоящие клады на своем борту. Мы познакомимся с самыми перспективными астероидами для искателей сокровищ. 2011 UW-158. Околоземной объект размером 320 на 150 метров и весом около 100 миллионов тонн в этом смысле чрезвычайно интересен. Он относительно хорошо изучен во время сближения с нашей планетой в 2015 году. Тогда астероид пролетел чуть дальше орбиты Луны, потому попал в категорию потенциально опасных для Земли. Впрочем, как видим, никакого вреда 2011 UW-158 нам не принес. Зато мы можем назвать его в прямом смысле слова очень дорогим гостем. В составе астероида оказалось много платины и других ценных металлов. Некоторые эксперты оценили его сокровища в сумму от 300 миллиардов до 5-4 триллионов долларов. Нерей – еще один околоземный астероид, который можно назвать настоящим миллиардером. По оценке базы данных астероидов, стоимость кобальта, никеля и других его металлов составляет около 4,7 миллиарда долларов. Из-за странного маршрута этого небесного скитальца астрономам удалось неплохо изучить. Астероид отличается сильно вытянутой орбитой. Благодаря этому в процессе движения вокруг Солнца он пересекает орбиты Земли и Марса. Раз в 1,82 года Нерей сближается с Землей, и при каждой встрече его орбитальное движение оказывается довольно хаотичным. Ученые полагают, что небесную скалу раскручивает Земля силой своей гравитации. Несмотря на неспокойный характер, сам астероид имеет очень низкую, даже по сравнению с Луной, силу тяжести.
а на нашем спутнике она примерно в 6 раз меньше, чем на Земле, так что добытые материалы легко будет поднимать с его поверхности. Но по-настоящему озолотить охотников за сокровищами может астероид Психея. Правда, напрямую золото здесь как бы и ни при чем. Это самый крупный металлический астероид из тех, что известны астрономам. Содержание железо-никельной руды в небесной скале в 100 тысяч раз превышает ее запасы в земной коре. Такого количества хватило бы для обеспечения потребностей человечества в течение миллионов лет. И да, небольшая часть материала Психеи, вероятно, включает драгоценные металлы, в том числе золото. НАСА планирует вскоре начать изучение этих ресурсов с помощью аппарата Психея, который запустили в космос в 2023 году. Зонд выйдет на орбиту Психеи в 2029, совершив всего один гравитационный маневр у Марса. Аппарат возьмет образцы содержимого астероида и доставит на Землю. Тогда ученые смогут точнее выяснить, действительно ли он настолько дорог, как принято считать. Сейчас содержимое Психеи оценивается в заоблачную сумму – 10 тысяч квадриллионов долларов. Это единица с 15 нулями. Не хватит жизни, чтобы пересчитать столько купюр. Но достаточно, чтобы сделать миллиардером каждого жителя Земли. Вообще, богатство астероидов многие специалисты считают просто фантастическими. Но как можно это подсчитать? Пилотируемых миссий к астероидам пока не проводилось. Однако астрономы неплохо изучили их состав благодаря спектрографическим исследованиям. Спектр излучения, отраженного поверхностью астероидов, в зависимости от их содержимого меняется. Исходя из этого, ученые делают выводы о присутствующих в таких объектах веществах. Подобным способом в астероидах были обнаружены те же редкоземельные и благородные металлы – железо-никелевая руда. Не самый крупный астероид может содержать ее столько, что хватит для обеспечения всей тяжелой промышленности мира на год или два. Даже средний объект из железа диаметром в 1 километр может содержать 30 миллионов тонн никеля, 1,5 миллиона тонн кобальта и 7,5 тысяч тонн платины. Цена только последнего из этих металлов превышает 150 миллиардов долларов. По оценке экспертов НАСА, стоимость ресурсов пояса астероидов, согласно текущему рыночному курсу, превышает 500 квинтиллионов долларов. Просто захватывает дух. Такие громадные ресурсы, если они слегка переоценены, покроют любые затраты по добыче. Если сравнивать с другими проектами, то даже 400-метровая Международная космическая станция обошлась всего в несколько десятков миллиардов долларов, а МКС считается самым дорогим космическим сооружением на сегодняшний день. Конечно, трудностей на пути освоения астероидов выпадает немало. Одна из них состоит в том, что небесные скалы быстро вращаются вокруг своей оси. Прежде чем организовать добывающее предприятие, нужно остановить такую космическую юлу. Например, предлагается установить на объекте ракетные двигатели, что позволит замедлить вращение астероида. Хлопот добавит и отсутствие гравитации. Правда, оно даст возможность орудовать такими объемами материала, какие не всегда под силу земным экскаваторам. С другой стороны, роботам, машинам и людям придется каким-то образом крепиться к поверхности астероида, иначе может снести в открытый космос. Стыковку с астероидом в подобных условиях можно выполнить с помощью гарпуна. Он представляет собой специальный снаряд, который с помощью выстрела углубляют в объект. Этот своеобразный якорь посредством лебедки и троса, закрепленного на гарпуне, притягивает сам корабль или оборудование к поверхности астероида. При этом необходимо, чтобы небесный камень был достаточно твердый и гарпун надежно в нем закрепился. Таким способом будет удобно производить переработку руды прямо на месте ее добычи, а затем доставлять на Землю. Можно пойти и противоположным путем – переместить астероид на безопасную орбиту между Луной и нашей планетой. Это позволит существенно снизить затраты на транспортировку добытых материалов. Правда, понадобится доставка на астероид дополнительного оборудования, что несколько повысит стоимость проекта. Если говорить о технологиях самого производства руды, то тут тоже есть несколько идей.
Некоторые специалисты считают эффективным метод, который сейчас используется в земных карьерах. Так как многие астероиды покрыты обломками породы в результате многочисленных падений метеоритов, этот способ вполне применим. У ряда объектов поверхность может быть покрыта зернами металлов. В таком случае хорошим решением станет сбор сырья с помощью магнита. На некоторых из комет с помощью нагревания можно добывать воду и различные летучие соединения газов. Например, водород. Конечно, не на всех небесных камнях получится добывать сырье открытым способом. В некоторых случаях на больших астероидах придется вырыть шахты. Тогда необходимо строить транспортные системы для доставки руды из шахт на поверхность, а затем в центры обработки. К этим опасным и тяжелым работам или для ликвидации аварий не обязательно привлекать людей. Самовоспроизводящиеся машины здесь будут идеальным решением. Представьте робота, который сначала добудет с поверхности астероида материал, а затем из этого сырья соберет свою точную копию за 1 месяц. Тогда спустя 10 месяцев их будет до 1024, 20 месяцев – более миллиона, 30 месяцев – более миллиарда, а через 50 – более триллиона и дальше в геометрической прогрессии. За 5 лет эта армия роботов по расчетам ученых сможет переработать более половины всей массы Психеи. Словом, планов много, причем каждый по-своему очень привлекателен. И первые компании уже готовятся к осуществлению своих проектов. Так, технология американской компании TransAstra основана на методе так называемой оптической добычи. Она потребует концентрации солнечного света, чтобы извлекать сырье из космических объектов. В приоритете у компании крупномасштабная добыча воды и материалов для ракетных двигателей. В другой американской компании CASE, опираясь на исследования зонда Хаябуса, миссии Розетта и Даун, хотят создать для добычи полезных ресурсов на астероидах сравнительно простой модуль. С его помощью миссия планирует добыть около 40 тонн ценной руды и доставить ее на Землю. Интересуется подобными задачами также в Институте перспективных проектов НАСА. Научная организация разрабатывает концептуальные возможности добычи ископаемых на астероидах, но пока не презентовала свой проект. Конечно, не только астероиды представляют собой драгоценные космические кубышки. Посмотрите на объект, который мы видим самым большим в нашем ночном небе. Это, конечно, Луна. И она ближе к нам, чем все остальные небесные тела. Нельзя сказать, что до нее рукой подать. Луна находится на расстоянии почти в 385 тысяч километров от нас. Но, тем не менее, это наш ближайший космический сосед. Но мы долго не подозревали, насколько он богат. Теперь специалисты нередко называют Луну Персидским заливом Солнечной системы. Правда, под ее поверхностью не плещутся нефтяные океаны, зато в нашем спутнике полно гелия-3. А это еще круче, чем черное золото. Гелий-3 способен поддерживать термоядерную реакцию и залить нас энергией, но получить его крайне трудно. Этот изотоп производят звезды, включая Солнце. Когда 2 фотона объединяются с нейтроном и 2 электронами во время процесса термоядерного синтеза, то получается гелий-3. Его разносит по космосу солнечный ветер. Изотоп достигает Земли и натыкается на преграду. Его не пропускает на планету магнитное поле. И лишь мизерное количество частиц все же проникают в атмосферу. Также гелий-3 производится в ядре Земли, а затем выходит на поверхность и попадает в атмосферу. Оттуда он улетает в космос. Но ядро планеты создает очень мало этого изотопа. Ученые считают, что каждый год в атмосфере Земли концентрируется лишь от 300 граммов до 2 килограммов гелия-3. А вот наш спутник этот изотоп вообще не производит. Тогда откуда у него подобное богатство? Луну можно сравнить с рачительной хозяйкой. Она насобирала гелий-3 за миллиарды лет своего существования. У этого небесного тела нет атмосферы и защитного магнитного поля, так что солнечный ветер без всяких препятствий делает прямую доставку на его поверхность гелия-3. Луна собирает все это добро, хотя и не прячет в дальние закрома.
поскольку на спутнике не происходит активных геологических процессов и круговорота веществ, находящийся на поверхности реголит миллиарды лет накапливает гелий. Считается, что Луна обладает примерно 1,2 миллионами тонн этого вещества. Ученые из Университета штата Висконсин оценивают стоимость его тонны в $4 миллиарда. Таким ценным гелий-3 делают экологичность и энергетическая эффективность термоядерного синтеза на его основе. Овладев этим процессом, человечество получило бы практически вечный и чистый источник энергии. Недаром все ведущие страны мира стремятся создать подобную технологию. Компания Interloon из США привлекла инвестиции в размере $15 миллионов для добычи гелия-3 и доставки его на Землю. Сейчас инженеры работают над созданием посадочного модуля, который будет искать места, богатые гелием-3, на Луне. А в Китае хотят построить метательную установку и забрасывать капсулы с изотопом на Землю. Однако на пути к достижению цели все проекты наверняка столкнутся с огромными трудностями. Одна из самых серьезных в том, что у нас пока отсутствует технология управляемого термоядерного синтеза. И, возможно, старателям стоит для начала обратить внимание не на гелий, а на простую пыль. Это неожиданный и, на первый взгляд, совершенно непонятный поворот, который предлагают ученые. Ну, какой, скажете, может быть толк от пыли? Она на Земле лишь прибавляет нам хлопот, слепит глаза при прогулках в ветреную погоду, требует постоянных уборок в доме. Шотландские астрофизики из Глазго подскажут, как сделать надоедливые пылинки поистине бесценными. Речь, конечно, идет о лунной пыли и новой установке ученых. Возможно, это реальный шанс создать на Луне поселение, где не придется постоянно прятаться под куполом, а при выходе надевать скафандр из-за отсутствия кислорода. Ученые давно нашли большое количество этого газа в лунной пыли или реголите. Он возник в результате дробления и спекания лунных пород, метеоритов в условиях вакуума, а также ничем не ослабленного космического излучения. Реголит состоит из смеси измельченных гумусовых почв, золы, аллювия, скальных осколков, ледниковых отложений и других компонентов. Исследования показывают, что кислород занимает приблизительно 40-50% его состава. Газ связан в оксидах, которые входят в состав минералов или стекла, и недоступен для немедленного использования. Экспериментаторы уже давно ищут способы, как извлечь его из этого состояния. До недавнего времени все попытки давали неудовлетворительные результаты. Предложенные методы позволяли получить лишь очень низкий выход кислорода или требовали для плавления экстремальных температур, превышающих 1600 градусов Цельсия. И только установка, которую недавно разработали исследователи из университета в Глазго, приблизила поиски к реальности. Экспериментаторы утверждают, что мощность устройства рассчитана на добычу кислорода в грандиозных масштабах. Сырья на это хватит с лихвой. Пыль сплошным ковром покрывает поверхность спутника Земли. Ее толщина местами достигает нескольких метров. С помощью установки, разработанной учеными из Глазго, атомы кислорода высвобождаются из молекул оксидов путем электролиза расплавленной соли. Правда, пока им удалось успешно выделить кислород из симулятора настоящего лунного грунта. Участники эксперимента досконально изучили состав подлинной пыли спутника Земли и создали ее точную копию в условиях нашей планеты. С помощью данного метода за 50 часов удалось извлечь 96% кислорода, содержащегося в реголите, и 75% его получили за первые 15 часов работы устройства. Кроме того, по окончанию процесса исследователей ожидал бонус в виде смеси металлических сплавов. Сам кислород, полученный из лунной пыли, возможно, когда-то позволит нам не только свободно дышать на спутнике, он откроет путь в далекий космос, доставляя звездолеты к далеким планетам. Дело в том, что жидкий кислород является основной составляющей топлива для многих двигателей. Теоретически, в будущем космические корабли смогут получить его для дозаправки на той же Луне или тех же астероидах где-то еще дальше от Земли.
После Луны, а может быть и раньше, человечество намерено колонизировать Марс. Какие ресурсы Красная планета может предоставить в помощь переселенцам? Нельзя сказать, что она набита природными богатствами, но там они, конечно, есть. И если добывать полезные ископаемые для транспортировки на Землю вряд ли экономически выгодно, то для колонистов все очень пригодится. Залежи полезных ископаемых, как считают ученые, появились на Красной планете во многом благодаря вулканической активности. В той или иной степени этот процесс отмечается во всем геологическом прошлом Марса. Давайте разберемся, как колоссальные извержения вулканов могут нести не только катастрофы, но и обогащать космические миры. Когда вулканическая магма после выбросов попадает в подземные камеры планеты, она медленно остывает в течение многих тысяч лет. Все это время из магматического расплава выделяются и оседают более тяжелые элементы – медь, хром, железо, никель и кобальт. По мере охлаждения некоторые из них связываются друг с другом, образуя минералы, а некоторые продолжают находиться в свободном состоянии. После застывания магмы остается небольшое количество жидкой горячей воды. Ее можно назвать драгоценной жидкостью. Эта вода чаще всего содержит свинец, золото, серебро, олово, висмут, сурьму. Горячие растворы, обогащенные подобными элементами, проникают в трещины коры. Там они формируют гидротермальные месторождения полезных ископаемых. Некоторые из самых крупных на Земле залежей золота, серебра, свинца, ртути, цинка, вольфрама были сформированы в результате именно таких процессов. На Марсе, по мнению специалистов, добывать все эти ресурсы будет даже легче, чем на земном шаре. Там, во-первых, нет биосферы, и о вреде экологии нет речи. Во-вторых, гравитация на Красной планете на 60% меньше земной. Следовательно, можно будет применить термоядерные заряды, чтобы вскрыть залежи. Многие из них незаменимы для будущих колонистов. В этом перечне, например, есть необий, металл, который используют в производстве сверхпроводников и специальных сталей. Лантан и неодим, а также европий, нужны для телевизионных мониторов и энергосберегающих светодиодных лампочек. Еще стоит обратить внимание на углекислый газ. Это тоже может показаться неожиданным, ведь на Земле он считается вредным, а вот на Красной планете данный газ скоро может стать бесценным. Экспериментальный прибор Мохия размером с тостер, который привез на своем борту марсоход Perseverance, выработал из СО2 чистый кислород. Аппарат для производства создан с помощью самых продвинутых земных технологий. Детали для него напечатаны на 3D-принтере из термостойкого сплава никеля. В составе Мохия входит легкий аэрогель для удержания тепла и тонкое внешнее золотое покрытие, которое отражает инфракрасное излучение. Благодаря этому уникальный прибор способен выдерживать температуру 800 градусов Цельсия, при которой происходит преобразование газов. Аппарат работает путем отделения атомов кислорода от молекул СО2. Побочный продукт, окись углерода, выбрасывается в атмосферу. Мохия предназначен для производства до 10 граммов кислорода в час. Пока же, после часа работы, во время первой пробы выход газа составил около 5,4 грамма. Этого хватит для поддержания жизни астронавта в течение примерно 10 минут. Устройство особенно ценно тем, что при работе практически не ограничено сырьем, ведь атмосфера Красной планеты на 96% состоит из углекислого газа. Еще Мохия использует реголит, которым покрыт весь Марс. После переработки этот грунт превращается в топливо, воздух для дыхания или в сочетании с водородом в воду. Как раз то, без чего не обойтись будущим колонистам. Неудивительно, что НАСА и руководитель SpaceX Илон Маск пристально следят за новыми открытиями ученых на Марсе. Глава компании активно готовит полеты и обещает, что снимки астронавтов на Красной планете люди увидят в 2029 году. А мы тем временем ищем дальше. Как вы думаете, какие планеты Солнечной системы еще могут принести старателям хороший приз?
Скорее всего, никто не бросится делать ставку на ледяных гигантов Уран и Нептун. Разве можно ждать прибыли от огромных небесных сосулек? Но не изменим ли мы свое мнение после путешествия в эти холодные миры? Астрономы давно выяснили, что они в основном состоят из воды, аммиака и метана. Правда, до сих пор очень мало известно о внутреннем строении ледяных гигантов. Последние данные, которые получили на Земле о них, прислал 30 лет назад космический аппарат Voyager 2. Зато с помощью моделирования и экспериментов астрофизики выяснили нечто фантастическое. На Уране и Нептуне могут лить алмазные дожди, только они совсем не похожи на земные осадки. Ученые выяснили, что самые внутренние области мантии этих планет, вероятно, имеют температуру около 6727 градусов Цельсия, а давление в их недрах в 6 миллионов раз больше, чем в атмосфере Земли. Самые внешние слои мантии холоднее, они разогреты примерно до 1727 градусов Цельсия. И там меньше давления, чем в земной атмосфере. Тогда у ученых возник вопрос, что происходит с водой, аммиаком и метаном при таких показателях? И если речь идет о метане, то сильное давление может разорвать молекулу и освободить углерод. Затем углерод находит других своих сородичей, образуя длинные цепочки. После этого они сжимаются и превращаются в кристаллические решетки, похожие на алмаз. Алмазные образования погружаются внутрь мантии, пока не разогреются до очень высоких температур и не испаряются. А потом пары поднимаются вверх, вновь конденсируются в более холодной внешней области мантии. И этот повторяющийся цикл ученые условно называют «дождем из алмазов». Конечно, пока исследователи пришли к такому выводу по результатам лабораторных экспериментов. Точно проверить эти выводы удастся лишь после отправки к Урану и Нептуну космического аппарата для тщательного изучения. Однако ученые уверены, что алмазный дождь – очень вероятная вещь. Еще можно допустить, что целые алмазные океаны плещутся на Уране и Нептуне. Огромное количество углерода под воздействием безумного давления и температуры не успевает толком кристаллизироваться, подходя к поверхности, и тут же плавится. Кстати, любопытно, что расплавленный алмаз по своим свойствам похож на обычную воду. Интересно, кто мог бы обитать в глубинах алмазных морей? Но мы, как старатели, занимаемся разведкой залежей ценных ископаемых и возможностью их добычи. Расплавленные алмазы, возможно, сложная история для превращения их в полноценные драгоценности. Вот если бы найти уже готовый огромный алмаз, а потом просто отпиливать его кусочки и переправлять на Землю, об этом до недавнего времени было пустым занятием даже мечтать. Но последние открытия астрономов показали, что такая история теоретически реальна. Правда, для этого наши технологии должны сильно шагнуть вперед. Однако мы осмотрим одно из таких мест и, может, по традиции старателей нашего мира, застолбим себе небольшой участок. Для этого нам нужно осмотреть так называемые углеродные планеты, которые образуются из богатых углеродом и бедных кислородом протопланетных дисков. Астрономам пока доподлинно неизвестно, существуют ли в реальности подобные миры. Есть лишь предположение, что к ним относится 55 рака Е или Янсен, которая находится на расстоянии 40 световых лет от Земли. Правда, попав на эту суперземлю, мы не увидим сияния бриллиантов. И все же драгоценности будут везде под нашими ногами, куда бы мы ни ступили. Фишка в том, что вся эта планета – сплошной алмаз. Янсен предположительно очень богата углеродом, который, благодаря огромному давлению и температуре 2700 градусов Цельсия, превратился в драгоценный камень невероятного размера. Но поскольку планета постоянно повернута одной стороной к своему Солнцу, ее светлая сторона всегда расплавлена. Топтаться там по сокровищам все же будет невозможно, поскольку планета невероятно раскалена. Она, по сути, представляет собой жидкость. Можете себе представить текущие сквозь пальцы алмазы? Впрочем, опять не то. Речь идет о таких температурах, что жидкость тут же сожжет вам руку. Так что давайте выдохнем и поищем что-нибудь более простое и практичное. Как вам железные планеты? После алмаза звучит не супер привлекательно.
Конечно, такие объекты нельзя назвать сокровищами, но и им есть чем вас удивить. Этот тип планет в основном состоит из богатого железом ядра, с небольшой мантией или вообще без нее. Меркурий как раз из их числа. Однако в масштабах Вселенной подобные миры могут быть намного разнообразнее. Планеты, полные железа, могут быть остатками обычных силикатных каменистых небесных тел. Их скалистые мантии сорваны гигантскими ударами при столкновениях с другими различными космическими объектами. Железные миры меньше и плотнее, чем другие типы планет аналогичной массы. У них нет тектоники плит или сильного магнитного поля, поскольку они быстро остывают после формирования. В научной фантастике такие планеты окрестили за их тяжесть пушечными ядрами, и астрономы тоже иногда используют это меткое название. Небесные пушечные ядра совсем не похожи на Землю. Вода и железо нестабильны в геологических масштабах времени, так что влажные железные планеты, вероятно, покрыты озерами карбонила, железа и экзотическими летучими веществами, а не водой. Примером планеты с железным характером может оказаться горячая Gliese 367b из созвездия Вела. Это почти наша соседка, поскольку находится в 30 световых годах от Земли. Из-за близости к своей звезде экзопланета получает в 500 раз больше радиации, чем наш мир от Солнца. Дневная температура там составляет около 1455 градусов. Из-за жары Gliese 367b потеряла атмосферу, а также внешние силикатные слои. Ее чрезвычайно плотное ядро из железа и никеля составляет около 91% массы планеты, а общая плотность примерно вдвое больше, чем у Земли. Это неплохой приз для старателей, ведь железо, хоть и не драгоценность, всегда в цене. WASP-121b из созвездия Кормы еще богаче. Это тоже огромный гигазовый гигант, находящийся примерно в 850 световых годах от Земли. По радиусу он в 1,74 раза больше Юпитера, а по массе в 1,1 раза. Экзопланета вращается вокруг звезды WASP-121, желтого карлика, по массе и радиусу сопоставимого с Солнцем. А вот температура светила минимум на 1000 градусов горячее нашего светила. Экзопланета выбрала себе место, можно сказать, в горячей точке и движется буквально бок о бок со своим раскаленным светилом. WASP-121b облетает вокруг железного карлика всего за 30 часов, то есть в 68 раз быстрее, чем Меркурий вокруг Солнца. Из-за этого год на экзопланете длится лишь 1,3 дня. Из-за близости к звезде WASP-121b раскаляется до 2000 градусов Цельсия. Но это средняя цифра. На одном из полушарий температура достигает безумного показателя в 3000 градусов, а на другом она в 2 раза меньше. Но самое удивительное, что на столь экстремальной планете ученые нашли воду. Мы знаем, что сама по себе вода в любом мире большая ценность, а тем более на WASP-121b, где эта жидкость особенная. К такому выводу пришли исследователи из Института астрономии Макса Планка по результатам изучения атмосферных условий на ночной стороне с помощью телескопа Хаббл. Они выяснили, что круговорот воды на WASP-121b выглядит совершенно не так, как в нашем мире. Из-за высоких температур на обращенной к звезде стороне молекулы воды распадаются иногда буквально на атомы. Экзопланета не знает, что такое осадки, по крайней мере, в нашем понимании, из воды. Зато на WASP-121b, по мнению ученых, иногда льют невероятные драгоценные дожди. Фантастический мир. Попадем туда и прямо с неба будем ловить рубины и сапфиры. Хотя на самом деле все не так просто. Облака на экзопланете образуются в основном из частиц расплавленного от жары железа, магния, хрома и ванадия. Температура на холодной стороне позволяет мелким частицам расплавленных металлов конденсироваться в облака и литься вниз. Однако ученых удивило отсутствие в этом коктейле алюминия и титана, широко распространенных на подобных планетах. Они предполагают, что газы этих металлов конденсируются и выпадают в более глубоких слоях атмосферы, недоступных для наблюдений.
Аналогов подобных дождей не найти в Солнечной системе. Например, алюминий конденсируется с кислородом, с примесями хрома, железа, титана или ванадия. Из этого состава получаются рубины или сапфиры. А значит, темное полушарие ВАСП-121b могут заливать драгоценные камни только в жидком виде. Трудно представить что-то круче, чем ливень драгоценностей. Впрочем, спешить с выводами не будем. Астрономы утверждают, что в космосе есть небесные тела богаче экзопланет. Звезды — вот где настоящее Эльдорадо. Некоторые светила просто переполнены драгоценными камнями и металлами. Откуда у них столько сокровищ? Давайте поищем самый большой звездный приз и разберемся с его богатствами. Если обратиться за подсказкой к астрономам, они наверняка назовут Люси. Это простое нежное женское имя дали белому карлику BPM 37093 из созвездия Центавра. На самом деле небесное тело невероятно твердое и скорее благородного происхождения. Настоящий алмаз, причем в прямом смысле слова. Диаметр алмазного ядра белого карлика составляет примерно 1500 километров, а вес — непостижимую для нас цифру в триллионы триллионов карат. Вот такими феноменальными драгоценными камнями украшает себя Вселенная. И если говорить о производителе этого небесного сокровища, то уверенно можно поставить на нем метку Made in BPM 37093. Да, звезда собственными усилиями превратила себя в алмаз. Люси, как и другие белые карлики, отличается безумной плотностью и колоссальным давлением в своих недрах. Также учтем, что звезда состоит из кислорода и углерода. А что получается, когда углерод оказывается под огромным давлением? Правильно, алмазы. Ученые предположили, что подобным образом ведут себя все белые карлики. Под невероятным давлением углерод в них кристаллизируется, и светила постепенно превращаются в гигантские алмазы. Так что, возможно, легенды, сравнивающие алмазы с драгоценными камнями, не так уж и надуманы. С ночного неба нам сияют самые настоящие самоцветы. Найти огромный алмаз для старателей, конечно, невероятно крутая история. Но если вы ставите на широкий ассортимент полезных ископаемых, то вам, безусловно, нужна HD 222-925 из созвездия Тукана. Астрономы из Мичиганского университета в США обнаружили эту яркую желто-белую звезду на расстоянии 1470 световых лет от Земли. Сначала исследователи посчитали, что их открытие не сулит ничего особенного. И все же светило тщательно изучили с помощью космического телескопа Хаббл и наземных телескопов. Обсерватории, кроме всего прочего, видят разные спектры света объектов, которые показывают наличие тех или иных элементов и их количество. Результаты спектрального анализа HD 222-925 шокировали ученых. Состав светила оказался невероятным. Звезда содержит 65 элементов периодической системы. 52 из них являются тяжелыми, вроде серебра и золота. Из-за этого HD 222-925 даже называют звездой золотого стандарта. Но с ней еще не все понятно. Считается, что тяжелые элементы могут появиться только во время столкновения нейтронных звезд или же во время взрыва очень массивного светила. Каким способом составила свой невероятный коктейль почти из 2/3 периодической таблицы HD 222-925, вот в чем основной вопрос для ученых, и на него сейчас ищут ответ. А мы, поскольку в этой истории, скорее всего, замешаны нейтронные звезды, давайте внимательнее к ним присмотримся. В отличие от древних алхимиков на Земле, они научились производить в своих небесных ретортах золото, серебро, платину и другие ценные металлы. Причем заметим, что все это творят мертвые звезды, поскольку внутри них уже не идет термоядерный синтез. Правда, за рецепт сокровищ этим зомби приходится платить страшную цену. Они должны столкнуться друг с другом и еще раз умереть. Но в погоне за несметным богатством звездные мертвецы, похоже, не останавливаются ни перед чем. Астрономы из Массачусетского университета выяснили их драгоценный рецепт.
Когда в звездах происходит термоядерный синтез, им нужна энергия для объединения протонов, и именно эта сила порождает более тяжелые элементы. Однако образование платины и золота требует гораздо больше энергии, чем может дать термоядерный синтез. Сначала исследователи считали, что такую силу звездам дает только взрыв сверхновой. Железо в их центре тогда может объединиться с более легкими элементами и образовать более тяжелые. Но потом удалось засечь гравитационные волны, возникшие в 130 миллионах световых лет от нас, в результате столкновения двух нейтронных звезд. Расчеты показали, что подобные катастрофы порождают больше тяжелых элементов, чем сверхновые. Вследствие столкновения образуется огромное количество золота, в несколько раз больше массы Земли. И подобные события не редкость во Вселенной. Примерно 75% всех массивных звезд существуют в парах, которые постепенно сближаются, сталкиваются, а затем сливаются воедино. Все эти звезды составляют основные сокровищницы галактик. Больше всего ученые знают о таких скрытых кладах в Млечном Пути. Они утверждают, что наша галактика даже по космическим меркам богата очень давно. Оказалось, что уже 10 миллиардов лет она формирует свои золотые запасы. В новом исследовании международная группа ученых с помощью суперкомпьютера разработала новые модели образования галактик с самым высоким разрешением. В ходе исследования, которое заняло несколько месяцев, ученые наблюдали за формированием виртуальной галактики, похожей на нашу. Астрофизики проследили всю ее историю от Большого взрыва до настоящего времени, чтобы понять, как материалы древних звезд распространяются сверхновыми. От углерода и кислорода до кремния и золота все элементы, окружающие нас на Земле, образовались в результате термоядерных реакций внутри звездных динозавров. Эти элементы разбрасывают по Вселенной после взрывов сверхновыми древних светил, а значит, астрономы могут определить их возраст. В результате ученые узнали нечто невероятное. Большинство своих драгоценных металлов Млечный Путь попросту похитил. Все эти сокровища образовались в более мелких галактиках, которые затем слились с нашей воедино. Астрофизики считают, что такая судьба весьма обычное дело для небольших галактик. В то же время ученые отмечают, что моделирование является лишь подсказкой реальных событий во времена формирования нашей галактики. Однако предсказанное количество звезд с большим содержанием золота и платины в Млечном Пути вполне соответствует тому, что астрономы наблюдают на самом деле. Чтобы добыть все эти богатства, конечно, придется как следует потрудиться. Да и подходящих технологий для этого у нас пока нет. Но в галактиках есть и другие места, интересные для старателей. В них можно черпать сокровища прямо из воздуха. Вернее, поскольку воздуха в космосе нет, то в данном случае речь идет о межзвездном пространстве. И ученые в одном из последних исследований дали подсказку, где и что искать. Астрономы давно заметили загадочное слабое сияние, исходящее из некоторых регионов Млечного Пути. Как будто кто-то рассыпал по небу блестки, а затем их подсветил. Исследователям удалось выяснить, что этот свет испускает какой-то тип очень маленькой, быстро вращающейся частицы. Явление известно как аномальное микроволновое излучение. Но точного виновника свечения астрономы долго определить не могли. Только недавно удалось понять, что мягкий свет по небу рассеивают нанофракции алмазной пыли, покрывающей звезды. Сияние в небе драгоценных камней звучит как фрагмент волшебной сказки, но реальность этой истории подтвердило новое исследование с использованием данных телескопов в Австралии и Западной Вирджинии. Астрономы изучили свет в 14 новорожденных звездных системах по всему Млечному Пути. В ходе работы получено первое четкое изображение аномального микроволнового излучения, исходящего от протопланетных дисков. Подобные отпечатки очень редкие и отмечены только у 3 молодых звезд из всех изученных астрономами. Исследователи провели более тщательное расследование в деле с аномальным излучением 3 молодых звезд, используя прием Шерлока Холмса. Суть метода состоит в исключении всех причин, пока не останется одной, самой обоснованной.
Таким образом, выяснилось, что наилучшим кандидатом на странное микроволновое свечение являются наноалмазы вокруг новорожденных звезд. По оценкам ученых, эти микроскопические драгоценные камни составляют от 1 до 2% общего количества углерода в протопланетных дисках. Удастся ли когда-то собрать алмазную пыль и превратить ее в реальные сокровища? Наверное, этот вопрос еще долго останется открытым. А вот для освоения более доступных космических богатств во многих странах уже предпринимаются конкретные шаги. Так, в Англии корпорация Asteroid Mining разрабатывает роботов под названием Scar-E. Они предназначены для того, чтобы бурить астероиды, добывать полезные ископаемые, а затем отправлять на Землю с помощью коммерческих кораблей. Компания также планирует запустить микроспутниковый космический телескоп на низкую околоземную орбиту в 2025 году. Ожидается, что телескоп будет нацелен на потенциальные места добычи драгоценных металлов и воды. А в Китае готовят космический корабль по разведке полезных ископаемых на астероидах. Аппарат будет собирать образцы для определения перспективы дальнейшей разработки этих копий. Правда, пока не совсем понятно, кому принадлежат вселенские месторождения, кто имеет право их добывать и использовать. В 1979 году в ООН было разработано соглашение о деятельности государства на Луне и других небесных телах. В нем провозглашается, что космические ресурсы являются достоянием всего человечества и не могут быть присвоены государством или частной компанией. Вот только ни одна страна, способная запускать аппараты в пространство, не ратифицировала документ. И это и понятно. Застолбить какой-то участок, богатый титаном, платиной, золотом – большой соблазн. Космических старателей теперь не остановить. А вы уже подобрали себе подходящий участок во время нашего путешествия? Если нет, поспешите. Конкуренция будет только расти. Представьте, что когда-то в будущем, накануне очередного космического путешествия, вы на прощание окидываете взглядом свою планету. Голубоватый или фиолетовый рассвет постепенно освещает красноватую морщинистую местность. И вдруг миллиарды искр ярко вспыхивают в пространстве. Что это? Обычное утро, если вы переселились на Марс. У человечества серьезные планы на Красную планету, нашу ближайшую космическую соседку. Неудивительно, что она является одной из самых популярных целей для ученых, астрономов-любителей, космических аппаратов. Наши миссии одну за другой открывают тайны планеты, но, кажется, им нет ни конца, ни края. Что ученые называют марсианским попкорном? Как из недр полностью высушенного мира могут бить гейзеры? Почему Красная планета способна стать настоящей Меккой для поклонников дзен-буддизма? Быстрее собирайтесь. Сейчас мы летим на Марс, чтобы обо всем этом узнать. Если перед отлетом мы полистаем страницы истории планеты, то поймем, что Марс в каком-то смысле можно назвать бесхозным. Никто достоверно не знает, кто его открыл. В то же время о существовании планеты, как свидетельствуют документы, известно еще до изобретения телескопа. Это были позиционные наблюдения, в основном направленные на определение положения планеты по отношению к звездам. Существование Марса как блуждающего объекта в ночном небе письменно подтвердили древнеегипетские астрономы еще в 1534 году до нашей эры. Тогда же рассчитана траектория его движения и зафиксирована точка, где он меняет движение относительно Земли с прямого на попятное. В свою очередь, в Древнем Китае Марс был известен астрономам не позднее IV века до нашей эры. Многое выяснили о небесном пути нашей космической соседки и вавилонские астрономы. В восточноазиатских культурах его традиционно называют огненной звездой. В то же время на Западе прижилось название Марс по имени древнеримского бога войны. Сейчас мы знаем о планете очень много и можем утверждать, что ничего особо воинственного или агрессивного в том мире нет. Каким же сейчас его видят астрономы? Эта четвертая по удаленности от Солнца планета во многом оказалась похожей на Землю. Прежде всего, оба мира каменистые.
Наклон оси Марса составляет около 25 градусов, что менее чем на 1,5 градуса больше земного. Благодаря этому сутки на обеих планетах примерно одинаковы. На Марсе их называют солами, которые длятся 24 часа 39 минут. Совсем чуть-чуть длиннее земных. Марсианский год состоит из 687 земных суток, или 669 солов. Тоже разница невелика, и когда-то, по мнению астрономов, она была еще меньше. Со временем Красная планета слегка затормозила. Как автомобили на гоночной трассе, обе планеты вращаются вокруг Солнца с разной скоростью. Земля имеет внутреннюю полосу и движется вокруг Солнца быстрее. На самом дальнем расстоянии Марс находится в 249 миллионах километров от Солнца. Минимальная дистанция составляет 206 миллионов километров. Когда Марс приближается к противостоянию с нашей планетой, то начинает период ретроградного движения. Около 72 дней он перемещается задом наперед по отношению к Земле и достигает пика видимости яркости в нашем небе в середине этого интервала. Если мы дальше продолжим сравнивать Марс с Землей, то обратим внимание, что между ними существует множество различий. Марс выделяется в Солнечной системе своей очень эксцентричной орбитой. Он отклоняется от идеальной окружности больше, чем любой другой мир. Сейчас у Марса, в отличие от Земли, нет глобального магнитного поля. Правда, в его коре имеются намагниченные участки, так что в далеком прошлом планета, скорее всего, им обладала. Диаметр Марса равен 6780 километрам. Он меньше Венеры и Земли, но больше Меркурия. Сила тяжести на поверхности Красной планеты составляет 37% от земной. И она очень холодная. Средняя температура в том мире составляет минус 55 градусов, но эти показатели сильно колеблются. В умеренных широтах от минус 50 зимней ночью до 0 градусов Цельсия летним днем. На полюсах зимой температура опускается до минус 153 градусов Цельсия, а на экваторе летом подскакивает до плюс 25. Невероятные температурные качели. Тем не менее, как мы видим, на Марсе есть вполне комфортные регионы для человека, хотя очень маленькие. С атмосферой все хуже. Она на 95% состоит из углекислого газа, что людям совершенно не подходит. Также Красная планета встретит гостей заметными сезонными перепадами давления, связанными с испарением и последующим замерзанием полярных шапок. В среднем же атмосферное давление у марсианской поверхности в 160 раз меньше, чем у Земли на уровне моря. Все эти показатели формируют климат на Марсе и во многом служат причиной уникальных природных явлений. Когда мы попадем в тот мир, нас очаруют его рассветы и закаты. Совсем не такие, как на Земле. Они окрашены в голубые тона. В полдень небо становится желто-оранжевым. Причина отличия от цвета земного неба кроется в свойствах тонкой, разреженной, содержащей пыль атмосферы Марса. Иногда цвет марсианского неба приобретает фиолетовый оттенок в результате рассеяния света на микрочастицах водяного льда в облаках. Хотя это довольно редкое явление. Сумерки там тоже фантастические. Они начинаются задолго до восхода Солнца и длятся долго после его захода. Всеми этими явлениями в небе Марса можно любоваться сколько угодно, не рискуя, что внезапно набегут тучи и промочат вас насквозь. В том мире просто не бывает туч и дождей. Погода на планете, как мы говорили, чрезвычайно контрастная. Безумно жаркая, либо невыносимо холодная. В итоге вода мгновенно превращается в пар или в лед, а не выпадает в виде осадков. Так что зонтики на Красной планете не нужны. Хотя, если вы перестрахуетесь и возьмете зонтик, то, возможно, не прогадаете. Он защитит вас от другого вида осадков. На Марсе бывают снегопады. Правда, совсем не похожие на земные. Снег настолько мелкий, что скорее похож на туман. Но в любом случае сверху вам на голову будет падать не замороженная вода, а углекислый газ. Чаще всего такие природные явления, конечно, происходят марсианской зимой. Да,
На Красной планете есть все 4 времени года. Правда, ждать их смены нам придется дольше, чем на Земле, из-за более эллиптической орбиты Марса. Ему нужно пройти вдвое больше времени, чем нашей планете, чтобы обернуться вокруг Солнца. Соответственно, каждый из сезонов там длится дольше привычных для нас 3 месяцев. Причем в южном полушарии сезоны суровее, чем в северном. Во время невероятно холодной южной зимы Марс находится в наиболее удаленной от Солнца точке. Но во все времена года и при любой погоде нас ждет на планете потрясающее шоу. Их устраивает сама природа, озаряя небо Марса полярными сияниями. На Земле авроры возникают в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитным полем. На Марсе аналогичные процессы приводят к возникновению крайне редких и слабых сияний. Причина кроется в маленьком магнитном поле Красной планеты, которое сохранилось лишь на отдельных участках. Эти места в основном связаны не с широтами, а с намагниченной породой в горных областях южного полушария. Согласитесь, не особо впечатляет. Однако это только один из видов марсианских аврор. Несколько лет назад космический аппарат НАСА «Мавен» с помощью устройства для получения ультрафиолетового спектрального изображения впервые обнаружил новый тип сияний – протонный. Вспышки происходят, когда солнечные ветры сталкиваются с огромным водородным облаком, короной вокруг Марса. Тогда положительно заряженные протоны нейтрализуются, забирая электроны у атомов водорода. В атмосфере они сталкиваются с молекулами газа и излучают ультрафиолетовое свечение. Чтобы его увидеть, нам понадобятся специальные очки. Протонные авроры крайне редко встречаются и на Земле, но нигде на нашей планете нет гейзеров, подобных марсианским. Мы увидим, как они выбрасывают на сотни метров в небо газы, песок и пыль. Ученые университета Аризоны обнаружили на снимках зонда «Одиссей» струи углекислого газа, которые бьют сквозь лед на южном полюсе планеты. Фонтаны гейзеров оставили на ледяном покрове темные точки, отметины в форме веера и другие следы. Астрофизики считают, что солнечные лучи нагревают лед и превращают замороженную углекислоту в газ высокого давления. Тогда потоки песка и пыли взмывают ввысь, создавая впечатляющую картину. Затем песок и пыль вновь возвращаются на планету и некоторое время кружат вокруг нее, прежде чем окончательно осесть на ее поверхности. Таким образом, этот процесс несколько перекликается с другим марсианским природным явлением, которое никак нельзя назвать приятным. Речь идет о пыльных бурях, и нам во время путешествия лучше держаться от них подальше. Но удастся ли это? Ученые говорят, что ветер и пылевые бури на Марсе вызывают дисбаланс энергии, причем он достигает невероятных значений. Днем планета излучает на 22% меньше средних показателей тепла, а ночью на 29% больше. Ее атмосфера днем аккумулирует тепло. Это внутренняя печь за счет перепада температур и питает пыльные бури. Начало их сезона приходится на весну. Тогда возникают маленькие региональные вихри, которые нередко перерастают в глобальные катаклизмы. В среднем раз в 3 года весь Марс охватывает бешеный ураган. Вот от него укрыться крайне трудно. Стихия на Марсе чаще всего бушует на площади гораздо большей, чем любой ураган на Земле, и она сметает все на своем пути. Во время одного из таких штормов была потеряна связь с марсоходом Opportunity. Ученые очень встревожились, но в конце концов все обошлось, и роботизированный аппарат критически не пострадал. После таких встрясок проходят месяцы, прежде чем поднятая в воздух пыль снова осядет на поверхность. Порой марсианские ураганы принимают невероятные формы. Недавно космический телескоп Хаббл наблюдал на Красной планете удивительную бурю. Она состояла минимум из 3 полос облаков, закрученных против часовой стрелки в странную спираль. Внутри нее находилось око бури размером с озеро Байкал. Вся местность, вероятно, светилась миллиардами микроскопических огней. И вообще, Марс просто искрится во время пылевых бурь. Откуда берутся огненные вспышки?
На Красной планете, по мнению ученых, не бывает привычных для Земли молний. Искры вызывает трение, которое происходит во время ураганов между частичками пыли. Это приводит к возникновению электрических разрядов. Модель такого процесса создал вулканолог из Орегонского университета Йозеф Дуфек. При этом он использовал материалы, которые максимально похожи по составу на марсианские. За основу взят измельченный базальтовый пепел из региона Мексики, где около 2000 лет назад произошло крупное извержение вулкана Кситле. Материал был помещен в колбу, заполненную углекислым газом. Это вещество сыграло роль атмосферы Марса. По результатам эксперимента исследователь пришел к выводу, что разряды, к счастью, не имеют разрушительной силы и не представляют угрозы для техники или людей. Причина в том, что атмосфера Марса не может накапливать энергию, возникающую при столкновении пылевых частиц. Вместе с тем, подобные ураганы многое меняют в соседнем с нами мире. Они определяют красновато-бурый цвет поверхности Марса. Пыль ржавого оттенка не только покрывает саму планету, но и поднимается в атмосферу. На красноватой поверхности Марса мы увидим удивительные, порой очень странные пейзажи. Южное полушарие и экваториальные регионы представляют собой древнюю, густо усыпанную кратерами поверхность. Северное полушарие в основном занято гигантской низменностью, Великой Северной равниной. Этот впечатляющий регион простирается в длину более чем на 10 600 километров, а в ширину на 8,5 тысяч. Не исключено, что подобная асимметрия полушарий вызвана неким гигантским столкновением, пережитым планетой во времена своей молодости. Грандиозной достопримечательностью Марса также можно назвать один из крупнейших массивов каньонов в Солнечной системе – долину Маринера. Этот необъятный регион по ширине 200 километров тянется на 4500 километров, что составляет четверть окружности планеты. По длине долина Маринера в 10 раз превышает знаменитый Большой каньон реки Колорадо в США, а также в раз 7 больше его по ширине. Марсианские вулканы порой не менее грандиозны, чем каньоны. Олимп, который уходит в небо на 26 километров, выше всех в Солнечной системе. Для сравнения, это в 2,5 раза превышает аналогичный показатель вулкана Мауна-Кеа, самого высокого на Земле. Диаметр Олимпа тоже впечатляет. Он занимает площадь около 540 километров. Гигант сразу бросился нам в глаза на Марсе. Его можно рассмотреть даже с Земли, причем в любительский телескоп. Но мы не увидим его извержений, хотя в свое время вулкан наверняка изрыгал колоссальные столбы огня и лавы. Олимп давно потух. Извержение всех вулканов на Марсе прекратилось более 3 миллиардов лет назад. Недра Красной планеты за это время остыли и затвердели. Внутреннее охлаждение ослабило магнитное поле планеты, атмосферу сдул в космос солнечный ветер, а остатки воды замерзли. Словом, застывший полуживой мир. Стоит ли тратить на его исследование столько сил? Марс сам дал ответ на этот вопрос. Внезапно наш космический сосед проявил активность и ожил в глазах ученых. Нет, он не превратился в зомби, а скорее вышел из летаргического сна. Астрономам удалось уловить признаки очень слабого сердцебиения глубоко внутри планеты. Для этого исследователи изучили тысячи изображений экваториальной области Марса. Фотографии сделаны в период с 2006 по 2020 год космической станции НАСА Mars Reconnaissance Orbiter. Камера с высоким разрешением HiRISE вела съемки на высоте 300 километров в небе Марса. На фото можно различить отдельные валуны, скатившиеся со склонов кратеров. Камни оставили характерные узоры в виде елочки, как после сильных землетрясений. Всего обнаружено более 4500 таких следов, длиной в совокупности 900 километров. При этом примерно трети елочных отпечатков нет на снимках до 2006 года, то есть они образовались позже. Очевидно, что перекатывать огромные валуны под силу лишь очень мощным подземным толчкам. Но ученые их не фиксировали до недавнего времени. С 2018 года за землетрясениями следит космический зонд InSight с помощью сейсмометра SEIS. Он засек более 1300 толчков.
По сравнению с Землей это очень мало. У нас сейсмометры регистрируют от 500 тысяч до миллиона землетрясений каждый год. К тому же почти все встряски на Марсе очень слабые, до 3 баллов. Самое сильное в 4,2 балла отмечено в августе 2021 года. А вот в мае 2022 года на Красной планете произошли чудовищные толчки, правда, по марсианским меркам. Марсотрясение достигло 5 баллов, и даже для Земли это уже солидный показатель. Хотя раньше, вероятно, в том мире все было еще круче. Считается, что Марс сотрясали гораздо продолжительные и интенсивные землетрясения, чем на Земле. Они сформировали вокруг Олимпа странную морщинистую местность. Откуда такие фантастические пейзажи? Согласно данным ESA, большое количество лавы когда-то стекло с вулкана, провоцируя оползни. Они сталкивались со скальными основаниями, содержащими лед. Горячая лава растапливала этот лед, делая его неустойчивым. В результате часть Олимпа отделилась и начала обваливаться. Это событие сопровождалось масштабными камнепадами и оползнями, которые распространились по окружающим равнинам. Со временем оползни удалялись от вулкана, сжимались и растягивались, создавая причудливые морщинистые пейзажи. Не менее удивительную достопримечательность мы увидим на вершине Олимпа. Там выпадает настоящий иней. Команда астрономов Бернского университета рассмотрела изморозь на вершинах горы благодаря снимкам космического аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter. Несмотря на толщину в сотые доли миллиметра, пятна инея покрывают огромную площадь. Количество этой странной изморози соответствует примерно 150 тысячам тонн воды. Можно наполнить 60 олимпийских бассейнов. Ранее исследователи предполагали, что такое невозможно. Солнечный свет на экваторе, где расположены все вулканы, способен превратить любой лед в газ. Однако новое исследование показывает, что изморозь постоянно испаряется с вершины Олимпа, а затем вновь восстанавливается, причем за одну ночь. Это уникальные, но уже привычные марсианские локации. О них давно известно, и мы не раз там бывали во время путешествий. Давайте осмотрим нечто посвежее. Вулкан Ноктис, который очень долго играл в прятки с астрономами. Ноктис впечатляет своими размерами. Его высота составляет более 9000 метров, а ширина 450 километров. Вулкан на треть шире, чем Суэцкий канал. Как гиганту удалось продолжительное время оставаться незамеченным, причем на самом видном месте. Ученые считают, что вулкан очень старый и подвергся значительной эрозии. Он выглядит чрезвычайно размытым и не таким высоким, как в реальности, потому что никто так долго не видел в этой возвышенности вулкан, хотя это много раз фотографировали с 1971 года. Исследователи полагают, что Ноктис не активен уже долгое время, и под ним все еще может находиться ледниковый лед. А там, где есть вода, согласитесь, порой случаются удивительные вещи. Долгая история взаимодействия тепла с водой и льдом внутри Ноктиса, возможно, даже содержит признаки инопланетной жизни. Ученые десятилетиями заняты разгадкой этого и других секретов планеты с помощью марсоходов и других космических аппаратов. Несмотря на то, что Марс находится в сотнях миллионов километров от Земли, до него лететь ближе, чем до других планет. Неудивительно, что десятки беспилотных космических аппаратов и марсоходов отправлены Советским Союзом, Соединенными Штатами, Европой, Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Китаем именно на Марс. Основной целью миссии было изучение поверхности, климата и геологии планеты. Первым аппаратом, посетившим Марс, был Mariner 4 НАСА в 1964 году. Зонд обнаружил очень слабый марсианский радиационный пояс, составляющий около 0,1% от земного, и первым сделал снимки другой планеты из глубокого космоса. Сейчас на орбите Марса находится около десятка активных зондов, и еще 2 марсохода, Curiosity и Perseverance, работают на его поверхности. Perseverance самый свежий и, пожалуй, наиболее востребованный в интернете. Чем он так зацепил миллионы пользователей соцсетей?
марсоход прежде всего сразу же умело себя разрекламировал, начав посылать изображения на Землю в день посадки на Красную планету 18 февраля 2020 года. Вот первое фото, отправленное после приземления. Таким, во время знакомства, Perseverance, еще частично закрытый пылезащитным чехлом, увидел чужой мир. Все свои путешествия, исследования он и далее фиксирует на снимках. В этом марсоходу помогает беспилотный вертолет Ingenuity, тоже оборудованный камерой. Именно крошечный беспилотник сделал снимок, ставший одним из самых вирусных в интернете. Давайте посмотрим на знаменитое фото. В центре кадра среди марсианских песков видна коническая конструкция. Правда же, она очень похожа на летающую тарелку. Именно таким мы представляем космический корабль инопланетян, благодаря многочисленным фильмам, компьютерным играм, комиксам. И мечтаем когда-то увидеть его на реальном фото. Однако это не тот случай. Ученые НАСА быстро выяснили, что в действительности на фото видна оболочка корпуса марсохода. Она защищала аппарат в глубоком космосе и во время огненного спуска с поверхности планеты. Вокруг оболочки можно заметить множество обломков, разбросанных во время приземления. А в верхнем левом углу снимка парашют аэрокосмического снаряда шириной 21,5 метра. Он считается самым большим из когда-либо развернутых на Марсе. Впрочем, хотя версия с НЛО не подтвердилась, миллионы людей считают фото феноменальным и вдохновляющим. Далее звездными в интернете стали на первый взгляд самые простые снимки, сделанные марсоходом. Они привлекательны тем, что передают сам дух планеты, ее неповторимую красоту. Но разве не потрясает этот вид местности, которую команда Perseverance называет «fail a few»? Вроде бы просто пыльный грунт с многочисленными камнями. Вместе с тем их структура, расположение, освещение солнцем – все говорит о том, что это пейзаж далекой и загадочной планеты. Неизвестно, из чего состоят запечатленные на снимке валуны. Скорее всего, из базальта, вулканической породы или сланца, самых распространенных на Марсе. И уж точно, как все на планете, они покрыты пылью из оксида железа, придающей поверхности красно-ржавый оттенок. Группа валунов имеет около 10 метров в диаметре. Некоторые из них отбрасывают причудливую тень на поверхность планеты. Не менее интересно и это фото, которая передает необыкновенную силу марсианской бури. Видно, что там нет растительности, способной задержать ветер. Его порывы поднимают густую пыль, которая окрашивает атмосферу в красноватый цвет. Тогда почему вот на этом изображении Марс кажется зеленым? На нем вдруг появилась растительность или кто-то превратил огромный кусок его поверхности в зеленый мурал? Ни то и ни другое. В бескрайних пустынях Марса нет природных зеленых красок и художников, способных что-то перекрасить. Разгадка снимка проста. Как пояснили в НАСА, камера изображений с высоким разрешением опять же зафиксировала отдельные фрагменты системы посадки. С помощью нее Perseverance спустился на поверхность Марса. На фото увеличенная версия нескольких частей системы. Хорошо, с этим понятно. Но есть еще снимок, на котором Марс предстает в другом свете. Он сделан с вертолета Ingenuity с помощью цветной камеры высокого разрешения. Это северо-западная часть области Марса, известная как Сейта. Не правда ли похоже на какой-то гигантский ледник, что Марс вдруг покрылся замороженной водой? Просто игра света на миг превратила его в планету-снежок. Так что на самом деле любителям лыжных курортов пока не стоит записываться в очередь за билетами на Марс. В отличие от поклонников дзен-буддизма, ландшафты Марса они считают богатыми природными дзен-садами, где можно расслабиться и помедитировать. На Земле такие сады в японском стиле разбивают из разнообразных камней, разбросанных среди песка и гравия. Приверженцы восточных философий не первый раз находят подобные уголки на Красной планете. Наверное, на каменистом Марсе дзен-садов хватит на всех их последователей, которые решат туда переселиться. Ученых же привлекают другие находки Perseverance, те, что представляют ценность для науки. В рамках программы НАСА, как и другие марсоходы, аппарат изучает геологию, историю Красной планеты,
проводит исследования по астробиологии в районе кратера Эзеро. Для эффективной работы Perseverance оборудован 7 научными инструментами, а также камерами для фото- и видеосъемки. На нем установлена камера Mestcam Z для получения цветных панорамных снимков, включая 3D-изображение. Прибор работает как и спектрометр, разделяя свет на 11 цветов. Еще есть Sherlock – камера с самым высоким разрешением, а камера Watson в роботизированной руке марсохода обеспечивает очень крупные планы мельчайших фрагментов горных пород. С помощью нее передается размер, форма, цвет самих крупиц и соединяющих их материалов. Эти инструменты позволили Perseverance сделать множество открытий. Сразу после приземления в кратере Эзеро он нашел образцы магматических пород. Интересно, что дно кратера покрыто смесью песка и ила. Происхождение магматических отложений там является загадкой, поскольку в Эзеро или возле него нет следов древнего вулканизма. Образцы пород, как и все другие, доставят на Землю в следующем десятилетии. Тогда ученые попытаются определить их возраст, чтобы получить больше данных об истории Марса и Солнечной системы в целом. В 2024 году марсоход переместился в район кратера Эзеро под названием Яркий Ангел. Он попал на участок местности, покрытый большими камнями. Это затрудняло путешествие, однако аппарату удалось преодолеть препятствие и получить приз. Прибыв на новую локацию, Perseverance наткнулся на марсианский попкорн. Однако нам на обед такой попкорн не подойдет. На популярный земной продукт похож странный вид породы с необычной текстурой. Ее куски ученые называют попкорн-камнями и считают доказательством того, что в прошлом в кратере Эзеро существовала жидкая вода. В конце 2024 года марсоход нашел нечто не менее удивительное. Это очередной необычный образец марсианской породы, названный Серебряная гора. Ученые отмечают, что этот камень также имеет совершенно уникальную текстуру, которую не встретишь на Земле. Там же обнаружены песчаник и богатые солью осадочные породы, что говорит о существовании воды в кратере сотни миллионов лет назад. Исследователи считают, что в том месте было озеро, которое достигало 35 километров в диаметре и до 30 метров в глубину. Конечно, это было в прошлом. Но есть ли вода на Марсе сейчас? Ее остатки, ранее обнаруженные в виде льда на полюсах и пара в атмосфере, но это не жидкая вода, которая считается источником жизни. Долгое время ученые полагали, что в настоящее время ее на Марсе нет. И вот в 2018 году радиолокаторы космического корабля «Марс-Экспресс», находящегося на орбите Красной планеты, сделали сенсационное открытие. На Южном полюсе находится большое подземное озеро, а вокруг него 3 меньших водоема, общей площадью свыше 75 тысяч квадратных километров. Территория всех озер равна штатам Мэриленд, Коннектикут и Гавайям вместе взятым. А в 2022 году приборы орбитального аппарата EchoMars показали, что в долинах Маринер тоже есть гигантские запасы жидкой воды. Резервуары спрятаны внутри массива каньонов, протянувшегося вдоль экватора планеты. Суперводоем покрывает территорию размером с Нидерланды. А недавно научный мир потрясла новая сенсация. Ученые заявили, что в глубине коры Марса есть пузырь с жидкой водой. Они пришли к этому выводу, проанализировав данные зонда НАСА Mars Insight Lander. Космический аппарат с помощью сейсмографа несколько лет регистрировал сотрясение коры Красной планеты. Ученые, замеряя скорость сейсмических волн, могут с большой долей вероятности определить, через какую среду они проходят. Аналогичный способ применяется на Земле для поиска подземных залежей воды или же нефти, газа. Анализ данных зонда показал, что вода залегает под поверхностью Марса на глубине от 10 до 20 километров. Добраться до нее будет тяжело. Даже на Красной планете с ее низкой силой тяжести бурить настолько глубокую скважину окажется невероятно сложным делом. Однако когда-то нам придется это сделать. Ведь где вода, там и жизнь. Именно ее мы мечтаем обнаружить на Красной планете.
Еще в древние времена астрономы поняли, что Марс – наш ближайший космический сосед. Это подпитывало уверенность, что на нем существует жизнь, как и на Земле. Чуть более 100 лет назад ученые даже якобы находили этому доказательства. Они видели в телескопы на марсианской поверхности появляющиеся и исчезающие пятна, которые считали сезонной растительностью и морями. Картинка сильно походила на земные ландшафты, а потому в научных кругах решили, что в сходных условиях и марсиане окажутся один в один, как мы с вами. В учебнике 1831 года «Молодой астроном» говорится, что на Марсе существует никто иной, как люди. Предполагалось, что они создали свою цивилизацию, обрабатывают поля, строят растительные каналы. Астроном Уильям Гершель пошел еще дальше. В 1870-х годах он заявил, что измерил рост марсиан. Используя самый мощный телескоп своего времени, ученый определил размер Марса, продолжительность его времен года и суток. Гершель пришел к правильному выводу, что красная планета меньше нашей, потому ее гравитация слабее, а значит, при низкой силе тяжести ее обитатели вырастут выше людей. Правда, самих марсиан ученый, как мы знаем, так и не нашел, и до сих пор этого никому не удалось. Впрочем, интернет по-прежнему периодически взрывают сообщения о невероятных обитателях Красной планеты. Любители поиска инопланетных цивилизаций пришли, например, в восторг, когда марсоход Perseverance прислал на Землю вот это фото. На снимке явно виден череп, очень похожий на человеческий, только немного вытянутый. Его можно заметить на 360-градусном панорамном изображении с высоким разрешением, сделанным марсоходом. Соцсети отреагировали на фото шквалом вопросов и комментариев, как на Марсе появился череп человека, или он принадлежит марсианину, может, вокруг разбросано еще множество останков вымерших обитателей планеты. Все разъяснилось очень быстро. Внимательно рассмотрев увеличенный снимок, вы увидите, что загадочный объект просто один из многочисленных марсианских камней, хотя издали он действительно, очень похож на череп. Таких снимков было немало. Марсианин, отдыхающий на камне. Дверь в подземный бункер. Все эти сенсации после более тщательного изучения оказались игрой света и тени на каменистой поверхности Красной планеты. Людей, слонов, лис и даже мышей на Марсе точно нет. Но, может, на нем бурно развиваются микроорганизмы или они существовали ранее? Все-таки Красная планета, как известно, находится в обитаемой зоне Солнечной системы. С микробами разобраться сложнее. Если они где-то и существуют, то попробуй доберись до них в чужом мире. Хорошую подсказку в этом деле могут дать органические соединения, которые активно ищут ученые. Так, марсоход Curiosity недавно зафиксировал на планете необычно высокий уровень метана. Аппарат уловил 21 частицу метана на миллиард, то есть в 3 раза больше, чем раньше. Но как этот парниковый газ способен указать на марсиан? Дело в том, что метан в более высоких концентрациях содержится в воздухе Земли и образуется благодаря выделениям живых существ. Впрочем, газ также может быть продуктом взаимодействия между горными породами и водой. Исследователи собираются выяснить, не связан ли этот газ и на Марсе с текущей жизнедеятельностью его обитателей. Если бы метан образовался давно, то уже распался бы на составные элементы, так что его присутствие может служить одним из маркеров возможной обитаемости планеты. Есть и другие. Марсоход Perseverance во время исследования породы в кратере Эзеро среди прочих элементов выявил атомы водорода, связанные с атомами углерода. Углерод имеет решающее значение для жизни, как мы ее понимаем, и может указывать на биологическую активность. К тому же некоторые молекулы из образцов оказались кольцеобразными, а мы знаем, что такую структуру на Земле имеют необходимые для жизни аминокислоты. Что означает находка Perseverance? Неужели наконец-то обнаружены следы жизни на другой планете? Это было бы круто, но однозначно подобный вывод сделать нельзя. По мнению ученых, органические вещества могли быть сформированы в результате геологических процессов, а не белковых форм жизни.
Следовательно, молекулы углерода нельзя считать прямым доказательством биологических процессов на планете. Однако в случае с находкой Perseverance все серьезнее. Она сделана в месте древнего слияния реки и озера, особенно благоприятным для жизни. Дельта образовалась около 3,5 миллиардов лет назад, и все это время в ней откладывались песок, грязь, соли. Марсоход выделил из этой смеси самое большое количество органических молекул на сегодняшний день. На Земле в таких осадочных породах часто находят окаменелости древних существ. К тому же в породе кратера Эзера органические молекулы переплетаются с сульфатами. На Земле отложения сульфатов сохраняют органику и часто содержат признаки жизни. Точнее определить происхождение и состав образцов ученые смогут лишь после доставки образцов на Землю в ходе следующих миссий. И это не единственное место, богатое сульфатами. Недавно Perseverance исследовал удивительную скалу, которую ученые назвали водопадами Чаява. Через весь камень тянутся жилы сульфата кальция, указывающие на то, что сквозь скалу когда-то текла вода. Марсоход, кроме того, обнаружил на скале так называемые пятна леопарда. Образование размером всего лишь в миллиметр, окруженные черными кольцами. Но для ученых эти крошечные формирования – бесценная находка. В кольцах содержатся железо и фосфат, которые образуются на Земле в результате химических реакций микроорганизмов. Водопады Чаява – отличное место для таких микроскопических обитателей планеты. Скала находится на краю древней речной долины Неретва, шириной 400 метров. Ученые считают, что канал был сформирован движением воды, которая хлынула в кратер Эзера в далеком прошлом. Вместе с тем, все эти особенности не являются неопровержимым доказательством жизнедеятельности каких-то существ. Возможно, что обнаруженный сульфат кальция попал в породу при высоких температурах во время извержения вулкана, которое произошло неподалеку. Тогда, может, стоит копнуть глубже? Что, если нужное открытие кроется далеко под поверхностью Марса? На Земле некоторые микробы выживают в таких экстремальных условиях. Их марсианские собратья тоже вполне могут обитать в недрах, где теплее и нет смертельного излучения. Тем более, что под поверхностью планеты обнаружены озера, наполненные жидкой водой. На Земле, в подледных озерах Антарктиды, найдены не только микробы, но и рыбы, ракообразные. Почему бы таким же существам не освоить внутренние водоемы Марса? Хотя с этими резервуарами воды все не так однозначно. Есть мнение, что внутренние озера Красной планеты токсичны для всего живого. Версия связана с тем, что под поверхностью сохраняется небольшое количество тепла из недр Марса. Его может оказаться недостаточно для превращения льда в воду. Значит, не исключено, что замерзанию препятствует большое количество соли. Если этот маринад окажется в 20 и более раз соленее земных морей, то в нем не выживут самые стойкие микробы. Так может, мы будем первой жизнью на Марсе? Идея переселения в соседний космический мир витает в умах человечества уже давно. Илон Маск и НАСА обещают, что снимки профессиональных астронавтов на Красной планете мы сможем увидеть примерно в 2029 году, а буквально через несколько лет на фоне марсианских пейзажей начнут делать селфи первые колонисты. Подготовка к миссии уже идет полным ходом. Все ее детали рассматривают как под микроскопом, ведь Марс очень коварен. Взять хотя бы простую пыль. Из-за ужасных марсианских ветров она будет постоянно скапливаться на солнечных панелях и выводить их из строя. Большой вред принесут и крошечные камни, которыми усеяна поверхность планеты. В 2022 году НАСА показала снимки шин марсохода Curiosity в клочья, разорванных марсианским грунтом. Ледяной холод – еще один серьезный вызов, который встанет перед колонистами. Магнитное поле там тоже очень слабое. Атмосфера в 100 раз тоньше земной. Они не защитят колонистов от космической радиации. Вдобавок на Марсе нечем дышать. Его воздух составляет ядовитый коктейль из углекислого газа, азота и аргона.
Словом, условия на Красной планете для людей, мягко говоря, не подарок. Но с помощью современных технологий специалисты надеются справиться с большинством из них. Даже пониженная гравитация не принесет много бед, если с ней бороться. Нужно будет заниматься на специальных тренажерах несколько часов в день, чтобы сохранить тонус. Конечно, выкроить для себя это время, скорее всего, окажется нелегко. Работы по обустройству на новом месте у колонистов будет по горло. Однако людям не придется делать все в одиночку. Жилища по плану Маска для приезда колонистов возведут роботы. Все остальное переселенцы сами напечатают с помощью 3D-принтеров. Главной проблемой станет то, что поселение придется сделать независимым от поставок с Земли. Например, регулярно завозить продукты с родины практически невозможно из-за дороговизны поставок, долгого и опасного пути. Так что без собственного сельского хозяйства колонистам наверняка не обойтись. Как будет выглядеть ферма на Марсе? Исследователи из университета штата Юта рисуют примерную картину. Представьте огромные теплицы под поверхностью планеты. Гигантские параболические зеркала собирают слабые солнечные лучи наверху и направляют их по оптоволоконным кабелям. Теплицам должны быть не страшны падения небесных камней размером с баскетбольный мяч. Несмотря на их расположение под землей, защитить фермы от сильных ударов будет непросто. Наиболее перспективным методом ученые считают гидропонику, то есть выращивание в питательной жидкости, а не в почве. Также можно использовать аэропонные воздушные грядки, куда питательные вещества к корням растений доставляются в виде аэрозоля. Для посадки, по мнению ученых, больше всего подойдут полевые культуры. После проведения опытов исследователи отдали предпочтение салату латуку, помидорам, брокколи, карликовой пшенице, соевым бобам, картофелю. Некоторые из этих овощей выращивают на Международной космической станции. Колонистам, кроме этого, придется обеспечивать себя природными ресурсами. На Марсе их хватает. Считается, что залежи полезных ископаемых появились на Красной планете во многом благодаря вулканической активности. В разной степени этот процесс отмечается во всем геологическом прошлом Марса. Из магматического расплава выделяются и оседают более тяжелые элементы, такие как медь, хром, железо, никель, кобальт. По мере охлаждения некоторые элементы связываются друг с другом, образуя минералы, а некоторые продолжают находиться в свободном состоянии. После застывания магмы остается небольшое количество горячей воды. Ее можно назвать жидкой драгоценностью. Она содержит свинец, золото, серебро, олово, висмут, сурьму. Горячие растворы, обогащенные подобными элементами, проникают в трещины коры планеты. Там они формируют гидротермальные месторождения полезных ископаемых. Некоторые из самых крупных на Земле месторождений золота, серебра, свинца, ртути, вольфрама были сформированы в результате именно таких процессов. Но удастся ли колонистам развернуть производство по добыче всех этих природных богатств? Задача трудная, хотя есть и положительные моменты. На Марсе, по мнению специалистов, добывать ископаемые будет легче, чем на Земле. Одно из преимуществ Красной планеты в низкой гравитации, на 60% меньше земной. Следовательно, можно будет применить термоядерные заряды, чтобы вскрыть залежи. Все добытые ресурсы пойдут не только на возведение зданий, теплиц, отопление и освещение. Многие из них незаменимы для создания технологичных вещей. На Красной планете, например, есть ниобий – металл, который используют в производстве сверхпроводников и специальных сталей. Лантан и неодим, а также европий нужны для телевизионных мониторов и энергосберегающих светодиодных лампочек. Еще стоит обратить внимание на углекислый газ. На Земле он считается вредным, а на Красной планете скоро может стать бесценным. Экспериментальный прибор Моксия размером с тостер, который привез на своем борту марсоход Perseverance, выработал из СО2 чистый кислород. В составе Моксия входит легкий аэрогель для удержания тепла и тонкое внешнее золотое покрытие, которое отражает инфракрасное излучение.
Благодаря этому уникальный прибор способен выдерживать температуру 800 градусов Цельсия, при которой происходит преобразование газов. Аппарат работает путем отделения атомов кислорода от молекул СО2. Устройство особенно ценно тем, что практически не ограничено сырьем, ведь атмосфера планеты на 96% состоит из углекислого газа. Еще Moxia использует реголит, которым покрыт весь Марс. После переработки этот грунт превращается в топливо, воздух для дыхания или, в сочетании с водородом, в воду. Как раз то, без чего не обойтись будущим колонистам. Пока до этого еще далеко, но шансы назвать Марс вторым космическим домом у нас с каждым годом растут. Возьмем одну из самых сложных проблем – доставку переселенцев с одной планеты на другую. Обычные двигатели на химическом топливе позволяют долететь до Марса минимум за 7-8 месяцев. Человеческий организм плохо выдержит столь длительный перелет. Однако уже на подходе более продвинутые аппараты. Марсианские компании AD Astra и Space Nukes, например, объединили усилия по созданию нового ядерного электродвигателя, который значительно ускорит космические путешествия. ВАСИМР является магнитоплазменным ионным двигателем, позволяющим достигать высоких скоростей в космосе. Большое количество энергии, которое при этом потребуется, предоставит ядерный реактор Kilopower. Ожидается, что конструкторы презентуют готовый двигатель в начале 2030-х годов. С мощностью более 100 кВт это устройство сократит время полета на Марс до пары месяцев. Это увеличит наши шансы достаточно быстро перебраться на Красную планету и ее освоить. Тогда люди смогут любоваться чудесными голубыми восходами и закатами, странными протонными аврорами из окон своих марсианских домов. А может, кто-то увидит белоснежный цвет яблонь, прижившихся в каменистой, красноватой почве Марса. Как в старой песне. То, что сегодня кажется сказкой, благодаря научно-техническому прогрессу, завтра может произойти наяву.